Здравствуйте, давайте быстренько сейчас напишем. Пусть сейчас напишут те люди, которые меня видят и меня слышат, что видят и слышат, или поставят 2 плюсика. И начнем нашу трансляцию сегодняшнего бесплатного вебинара, посвященному теме здоровья. В очередной раз я провожу вебинар, посвященный теме здоровья. Я даже уже не знаю, какой он по счету. В прошлом году было проведено около 100 вебинаров, посвященных теме здоровья, в общей сложности на 60-90 часов информации. Так за 5 лет получилось около, наверное, 400 семинаров всевозможных, которые выложены в YouTube. Это мой вклад в формирование общей идеи, связанной с лечением, здоровьем, физиологией, может быть, научно-публицистической идеей оздоровления, как бы обсуждением материала, который появляется в прессе, а также обсуждением материала, связанного с нутрицептикой, возможно, диетологией, какими-то видами появляющейся информации. Очень хотелось бы сказать коротко о информации в интернете. Вы, наверное, заметили, что иногда так бывает, что информация в интернете появляется, и она практически появляется на каждом сайте и каждой странице, где бы вы ни находились. В свое время такая информация начала появляться, и эта информация была связана с питьем урины. В дальнейшем у нас информация была с питьем воды в большом количестве. После этого шла информация через определенные сайты, а также неопределенные, как бы информация, связанная там с питьем соды, лечением по системе Болотова, лечением от гельминтозов, применение препарата Декарис, Пиронтел, а также применение всевозможных препаратов, которые достаточно легко можно было найти в интернете. Мне всегда задается такой вопрос. Этот вопрос звучит так. Люди, которые получают информацию в интернете, почему-то думают, что эта информация к ним приходит нечаянно. И не задумываются над тем, что данная информация обычно кем-то продвигается за определенные суммы денег. Если вы заходите в Facebook и видите информацию, где очень часто мелькают статьи о том, что нужно принимать каждый день соду, и то, что это спасло и помогло огромному количеству людей, сразу же хочу задать вопрос, кто за эту информацию платит. Чтобы вы понимали, данная информация обычно называется таргетированной информацией, обычно таргетируют в сторону тех людей, которые нуждаются в этой информации, то есть в поисковых запросах пишут там люди больные, люди там лечением занимающиеся в возрасте от 40 до 60 или там 90 лет, и обычно это охватывает 4 постсоветских страны крупных каких-нибудь, а часто бывает и больше, исходя из запросов, которые есть. Я вам могу сказать, сколько тратится на такую информацию денег обычно, ежемесячно, для того, чтобы эта информация была рейтинговой и стояла на первых позициях в интернете. Так вот, я, наверное, вас удивлю, если я скажу, что тратится денег не менее $1000 в сутки. Итого $30 000 в месяц. Для того, чтобы вы видели рекламное объявление о том, что воду пить полезно. Объявление о том, что полезно принимать соду. Или рекламные объявления, которые говорят о том, что человек целиком болеет исключительно гельминтами, глистами, и что все заболевания это заболевания там, палочек или там синегнойной палочки или каких-то внутренних инвазий. Хочу вас спросить, кто те люди, которые платят за эту информацию? Сразу же хочу вам дать ответ. За данную информацию платят обычно люди, которые заинтересованы в определенных идеях. Одни из идей, которые есть, это сокращение количества населения среднего и выше среднего нерабочего возраста. Почему? Потому что в случае, если население нерабочего возраста живут в стране и получают по пенсионной программе свои выплаты, то фактически они становятся теми, кто... Да, фактически это иждивенцы государства, и фактически это люди, которые, как бы не нужны этой стране. И очень часто именно государственная система и является спонсорами именно вот таких идей, которые культивируются и специально продвигаются, дабы сократить численность населения. Ведь никто никогда не проведет аналогию, не скажет, что бабушка пила
каждый день по 2 столовые ложки соды, и после этого умерла от мочекаменного заболевания, потому что начались оксалаты, произошли колоссальные прыжки давления, никто не проведет аналогию, она сама, наверное, даже не скажет, что она пила соду, которую заваривала горячей водой и так далее. Я проводил специальные исследования, могу вам сказать, что они всегда приводят к тупикам, потому что обычно люди, которые являются основными, наверное, комментаторами данных публикаций, они не выходят на связь, как правило, очень часто эти люди являются фейком или информация идет с фейковых страниц. Обычно эти люди никогда не отвечают ни на какие письма. Объясню почему. Обычно это люди, которые не один человек, а целая группа людей, целью которых является продвижение данной идеи в системе интернет. И обычно это делается через специальные институты программирования и социологии при обычно президентах наших стран, целью которых является отчасти уменьшить количество, в том числе и пенсионеров. Поэтому, если вы видите информацию, которая мелькает и часто вам попадается или попадается перед вашими глазами, обычно информация о оздоровлении, там, питье соды, использование урины, великолепные книги о том, как урина спасла миллионы жизней, великолепная информация о том, как перекись водорода спасает онкологически больных людей, и великолепные, просто великолепные, наверное, даже видеосеминары о том, как полезно фруктоедение, сыроедение и всевозможные типы вегетарианства, праноедения и так далее. Я, конечно же, не противник этого всего, но просто я всегда задаю вопрос, кто это продвигает и кто платит за это такие сумасшедшие деньги, чтобы это попадало практически каждому человеку в почтовый ящик, в тизерные сети, в информационное поле, которое на сегодняшний день очень дорогостоящее. При этом, когда мы это видим вновь и вновь, то не задаем себе вопрос и думаем, что эта информация настоящая. Одна из проблем сегодняшнего информационного поля заключается в том, что наше информационное поле, в котором мы находимся, оно не цензурное. То есть нет цензоров, никто за этим полем не следит. И в данный момент уследить за этим информационным полем невозможно. Но на него можно массово влиять и определенным образом за счет финансовых влияний проводить информационные захваты или информационные войны, или даже информационно продвигать определенные идеологии, даже если они связаны с абсолютно бредовой концепцией. Вы, наверное, с этим уже всем столкнулись, но вы, допустим, тот человек, который придумал уникальную пилюлю. Эта уникальная пилюля, возможно, вылечит там тысячи людей. Я, кстати, сейчас прочитаю письмо, это будет вам очень интересно. Вот такие письма я очень часто получаю. Сейчас я попробую открыть это письмо. Здравствуйте, меня зовут Лариса Сергеевна, та самая на инвалидной коляске, была у вас на приеме на 4-м этаже. Расскажу немного о себе, моей болезни. Моя бабушка закончила медколледж в Вене. Среди прочего изучала народные методы лечения. Когда я в возрасте 4 лет получила ожог 3-й степени, после несчастного случая с кипятком обожгла себе около 70% поверхности тела, моя мама лечила меня лекарством собственного производства. И через минуту боль
Я флешку. У вас нет флешки? Я флешку не взяла. Вчера я флешку взяла. Пошло? Нет, еще. Давайте быстренько напишем, кто меня видит, кто меня слышит, и продолжим. Может быть, обновить здесь, да, Жень? Все, уже пошло, Женя. Спасибо. Пошло, да? И давайте я дальше все-таки прочитаю это. Врач успешно лечил много болезней, среди которых онкология, эпилепсия, лейкемия, цирроз печени, всего более 40 недугов. Отец Волковой в свое время был военным, служил в Тибете. Когда смертельно заболел ее отец, отец обратился в тибетский монастырь. Лама дал ему для лечения сына чудодейственное лекарство, не зная, дорого или нет, за корову. На выхода на пенсию Волкова стала лечить этим снадобьем других людей. Когда Волкова хотела запатентовать, то ей в Киеве сказали, чтобы она могла быть в составе 11 соавторов на этот препарат, и она отказалась. После этого ее судьба развивалась трагично. Через месяц ее сбила машина перед самым домом, а еще через несколько лет она умерла при непонятных обстоятельствах. Так и не показал миру способ приготовления этого чудодейственного препарата и методы использования. Ее сын Андрей, живший на то время в Крыму, переехал в Германию, продолжал дело матери, не стал, хотя сам был вылечен этим лекарством. После смерти Волковой я перестала принимать этот препарат, и у меня стал прогрессировать рассеянный склероз, меня парализовало. Я решила попробовать восстановить рецептуру этого лекарства, и там дальше она описывает свой путь в 10 лет, как она изготавливала это лекарство, и как у нее ничего не получалось. И после 3 месяцев у меня полностью, потом она сделала его, после приема лекарства первый день на протяжении, полностью восстановилась речь, исчезли головные боли, восстановилась память, я нормально начала дышать. Однако Волкова для достижения аналогичных результатов проводила лечение на протяжении полугода. В качестве эксперимента, когда лекарство заканчивалось, я там начала принимать внутримышечные инъекциями в ягодицы, у меня стало разгибаться ноги в коленях. И там она пишет о том, что денег нет и так далее. И дальше я ей написал, чтобы она мне дала данный рецепт. Вы представляете, она мне дала рецепт, который известен. Этот рецепт называется «Изготовление розовой настойки из лука». Я когда-то об этой розовой настойке уже рассказывал. Также в Волгинском Дацане, Бурятии, в Волгинском монастыре Дацане буддийском находятся люди, которые до сих пор продают данный рецепт. Они его не продают как рецепт, они продают его уже как готовое
розового цвета жидкость. Вот эта розовая цвета жидкость, обычно она продается, ее стоимость стоит за 100 грамм 10 тысяч долларов. Данная розовая жидкость лечит около 700 заболеваний, среди которых такие тяжелейшие заболевания, как онкология, рассеянный склероз. В состав ингредиент этого препарата входит определенного сорта лук, как ни странно, а также определенного сорта травки, которые собираются определенным образом. Также делается отдельно 3 отвара, один варится 8 часов, один поджаривается, потом варится 8 часов, и только после этого с него сцеживается сок, который образуется. После этого этот сок смешивается со вторым отваром, то после этого варится какое-то время при определенной температуре, и после этого готовится третий отвар. И когда второй отвар готов, то вводится в третий отвар, и после этого обязательно замораживается. Вы представляете, и после этого это размораживается. Использование воды определенное происходит, потому что используют воду любую, но предварительно вскипяченную, и после этого эта вода обязательно должна остыть до температуры, как будто вот еще чуть-чуть и замерзнет. То есть особенность вот этого отвара, он очень интересный. Я когда-то экспериментировал с данным отваром, могу сказать вам, что у меня не было вот этих знаний, о которых сказала эта женщина. То есть я думал, что это делается не так. То есть в ходе подготовки лука я использовал не тот лук. В ходе подготовки там еще чего-то я делал все неправильно. Она мне подсказала, потому что у нее был опыт 10 лет. То есть она 10 лет сражалась с этим недугом. Сейчас она осталась без денег, без возможностей. Естественно, она из-за того, что человек альтруистический и достаточно, наверное, сосредоточенный на своем здоровье, а могу сказать, что она с диагнозом рассеянный склероз уже живет 30 лет. 30 лет. А как известно, рассеянный склероз в прогрессирующей форме после парализа, после того, когда человека парализует, у него появляется тетрапарез, в обратную сторону не развивается. Не развивается. То есть если человек замолчал, если у человека тетрапарез, то человек в обратную сторону не восстанавливается. На сегодняшний день лечение данного заболевания происходит при помощи введения импульсных преднизолонов, то есть вводят маленькими дозами большие концентрации преднизолона внутривенно, а также метотрексата, и это дает на время облегчение, но парезы и речь не восстанавливаются. Тем не менее, когда я ее видел последний раз, ее сюда заносили, она полностью начала сгибать руки, сгибать ноги, хотя у нее парез произошел более чем 20 лет назад. При этом у нее лицо восстановило мимические мышцы, и там очень много с этим связанных моментов. Таким образом, могу сказать, что она все-таки добилась нужного результата, и могу сказать, что данный препарат достаточно эффективный. На сегодняшний день у меня есть книга, в этой книге я описал много-много рецептов, даже не знаю, сколько их штук. И эти рецепты в большинстве своем достаточно уникальны. Вот эти рецепты, они между собой где-то пересекаются, и за счет вот этих пересечений происходит идея объединения и понимания того, какое действующее вещество, объединяющее все вот эти растения или действующие там какие-то вещества нерастительного происхождения, и как это влияет на человека, и каким образом это происходит. То есть это все классифицировано, это все достаточно активно можно использовать. На сегодняшний день, когда я сделал кампанию «Тибетская формула», я постарался классифицировать и объединить между собой лучшие элементы воздействия на человека, в ходе которых человек может плавненько выздоравливать или лечить себя от большинства заболеваний. Естественно, ни одна фармакологическая компания не захочет делать такие вещества, потому что никто не будет варить там лук. Никто не будет варить потом 5 трав и соединять их между собой, потому что у нас это все так не работает. У нас не варят, у нас не делают гидролат, у нас делают экстракты, которые потом вводят. То есть нужно сделать экстракт лука, это уже неправильно. А там есть одна особенность, его поджаривают, выбирают определенный сорт, после этого варят, очищают шелухи, после этого там столько всего. И это все в нужных пропорциях там вводят 1 к 7, потом 1 к 3, после этого замораживают, готовят воду. Вот хоть одна фармкомпания хотела бы этим заниматься? Зачем? Ну зачем? Лечить людей не нужно. Точно так же никому не нужны эти препараты, никто не будет так заморачиваться. Почему? Ну,
Обычно это выглядит следующим образом. Делают действующее вещество, его определяют. После этого делают синтетически синтезированное действующее вещество, аналог. А синтетически синтезируемое действующее вещество, аналог, не работает так, как настоящее вещество. Вот смотрите, вы когда-нибудь нюхали розу? А после этого скажите, хоть раз в своей жизни вы нюхали ароматически синтезированную отдушку, чтобы она точно напоминала запах розы? Такого не бывает. То есть, как бы человек не хотел сделать синтетический запах, у него синтетический запах не получается. Все равно, когда мясо, приготовленное на сковороде, вкуснее все равно пахнет, чем синтетическая отдушка мяса, добавленная в чипсы. Вы понимаете, это такая особенность. Оказывается, синтетическое, оно может быть и эффективное, но оно не совпадает с тем, что сделала природа. Потому что природе сделать это сложнее, участвует много процессов, включая влияние солнца, биохимической оксидации вещества, там, формирование сапонинов на фоне там, и электричества, и, наверное, там, распада кислорода, и там, усвоение углекислого газа и так далее, с распадом там, минеральных веществ, усвоением минеральных веществ, фотосинтеза и так далее, хлорофиллов. Таким образом, можно сказать, что когда мы объединяем между собой действующие вещества из растений, то это, скорее всего, вещество, которое получается, оно более уникальное, чем синтетическое вещество, которое, возможно, имеет даже более яркую, выраженную форму влияния на человека. Также я могу сказать вам, что ряд веществ, которые мы на сегодняшний день используем, отрицаются врачами как вещества, которые могут вызывать определенные симптомы следующих заболеваний. Тем не менее, сегодня бы хотел об этом сказать. Итак, употребление любого антибиотика в дальнейшем приведет вас к появлению грибка на ногтях. То есть сколько бы вы ни принимали антибиотиков, принимаете вы их с нистатинами или йогуртами, знайте, у вас определенно со временем будет появляться грибок на ногтях. Если у вас цефтриаксоны, тогда появление грибка на ногтях будет быстрее, чем если бы вы принимали ампицилин. При этом дело только времени и количества приема антибиотических систем. Таким образом, можно сказать, что человек, который болеет воспалением легких, после курса лечения на протяжении 15 дней будет обязательно болеть в дальнейшем грибком на ногтях ног. Давайте теперь напишем. Можно ли так сказать, что после того, когда вы переболели заболеванием и у вас был курс лечения антибиотиками, у вас после этого получился грибок, вернее, появился грибок на ногтях. После этого длительное время вы боролись с этим грибком или не боролись, и в дальнейшем он исчез. Вы можете мне не говорить, я и так прекрасно знаю, потому что это 100% подтвержденная информация. Скажите, когда вы покупаете антибиотики, там написано о том, что данный препарат может включить изменения ногтевого ложа и содействовать появлению грибка на ногтях? Нет такого? Конечно, нет, и такого не найдете. Дальше, йогурты, которые нам предлагают нистатин. Оказывается, нистатин и йогурты, к сожалению, не снижают холестерин в нашем организме. Хотя и раньше считалось, что именно нистатины снижают холестерин. Это неправда. Оказывается, использование нистатинов и йогуртов приводит к тому, что теряется эластичность мелких сосудов, происходит излом мелких сосудов, особенно в коре головного мозга. Это может способствовать в дальнейшем появлению геморрагий, а также заболеваний инсульта, а также заболеваний инфаркта и заболеваний общей сердечно-сосудистой системы. Так вот, когда обычно человек начинает лечить гипертоническое заболевание сердца, у него обнаруживают высокое количество холестерина и не могут провести взаимосвязь. На самом деле взаимосвязь выглядит так. Дело в том, что наш мозг, он использует, как бы это ни звучало гадко, превратно и неправильно с позиции медицины, я все равно должен это сказать. Когда наш мозг работает, он и использует холестерин для того, чтобы произвести, как ни странно это звучит, еще раз скажу, для того, чтобы произвести распад холестерина. Так вот, если у вас холестерин растет, это говорит о том, что у вас уменьшена циркуляция крови в коре головного мозга.
нужно в этот момент снижать холестерин, вам нужно увеличивать приток крови в голову. Это говорит о том, что у вас, скорее всего, атеросклероз. И нужно лечить атеросклероз, а не лечить холестерин. Вот если в этот момент человеку дать нистатин и начать лечить ему холестерин, то тогда у него ухудшится состояние атеросклероза и в дальнейшем появится заболевание деменция или Альцгеймера. Понятно? А вот чего не нужно делать в этот момент, так это снижать холестерин. Оказывается, если в этот момент снижать холестерин, то будет не лучше, а будет во многом хуже. Так всегда, во время того, когда появляется инсульт у человека, ну вот инсульт, это же не изменение печени, не инволюция, не жировой гепатоз, не гепатит, не герпевирусная инфекция. Тогда как можно объяснить, что каждый раз, когда у человека появляется инсульт, то следствием этого инсульта всегда у него растет холестерин? Тогда вопрос, почему растет холестерин? Объяснение этому есть. Холестерин растет за счет того, что тромбируются мелкие сосуды коры головного мозга и уменьшается циркуляция сосудов коронарных. Разумно, наверное? Тромбируются сосуды коры головного мозга? Ну, конечно, они же уже разорваны, поэтому и тромбируются. Сейчас я поотвечаю. Я обязательно сегодня поотвечаю на письма. Обязательно. Анализ на наличие кальция в моче. Не теряется ли кальций из организма? В случае, если... Да, я знаю анализ по Салковичу. Он так и называется. Данный анализ говорит, если такой анализ появляется, у человека называется кальциуремия. Кальциуремия. Это когда теряется кальций из организма. Это говорит о том, что есть увеличенная деятельность паращитовидной железы. Нужно обязательно исследовать паращитовидную железу, сделать УЗИ, а также сделать исследования ТТГ, ТТПО, то есть эндокринные исследования щитовидной и паращитовидной железы. В случае, если есть увеличенная паращитовидная железа, увеличенная функция до гиперфункции паращитовидной железы, то можно лечить определенными препаратами. Так вот, в случае, если в этот момент давать препараты кальция, то паращитовидная железа начнет еще хуже работать. И тогда остеомиелит и остеопороз разовьется еще более быстрым ходом. Таким образом, в случае, если бы не давали кальция глюконат или кальций, там, какой аспарагинат, я не знаю, там что-либо, и просто кальций кораллового клуба, то тогда остеомиелит не сформировался бы. А так начинают усиленно по совету врачей давать кальций, и после этого начинает прогрессировать заболевание гораздо активнее. Мы часто думаем, что заболевание холестерин – это заболевание печени. Часто думаем, что заболевание остеомиелит или заболевание остеопороз – это заболевание костных тканей, и это не так. Это реакция нашего организма на совершенно другие заболевания. Мы часто думаем, что варикозное расширение вен является следствием тромботизации сосудов в венах и сосудах. И это совершенно не так. Тромботизация сосудов и вен происходит на фоне повышающегося протромбинового индекса ПТИ. И это является следствием гастритов, гастродуоденитов и язв двенадцатиперстного кишечника. Понятно? Поэтому люди ищут возможность лечить себе начинают лечить себе варикозное расширение вен и делают неправильно, потому что нужно лечить двенадцатиперстный кишечник, а также лечить язву желудка. Конечно, да. И таким образом мы очень часто видим разные заболевания, не можем провести аналогию. Так запор может спровоцировать, запор могут спровоцировать нервные состояния. В случае, если человек очень часто переживает, ночами не спит, это может спровоцировать запор. А мы начинаем лечить запор, а нам в этот момент нужно давать человеку препараты, которые его успокоят. Артриты являются следствием очень часто не отделения желчи из желчного пузыря, а также хроническим панкреатитом и, скорее всего, прыгающим сахаром или прыгающей глюкозой в крови. Вы представляете, падение зрения очень часто связано с тем, что у человека отсутствует сосредоточение. А сосредоточение связано с заболеваниями почек. Таким образом, если не лечить почки, то, скорее всего, человек и не сосредоточится.
Таким образом, можно сказать, что человек является комплексной структурой, и лечение индивидуально одного определенного заболевания, возможно, приведет к общим изменениям не в лучшую сторону. Таким образом, в случае, если у человека повышенный холестерин, то ему лучше давать препараты, которые будут лечить ему артеросклероз. Вот так. Ну что, давайте... Говорят, что зрение всегда это печень в первую очередь. Я вам скажу А вы так. говорите- Я вам скажу так. Когда человек хорошо спит, когда у человека очень спокойная психическая деятельность, когда человек хорошо спит, там, у него теплые отношения в семье, у него хорошая психическая деятельность, у него нет проблем с деньгами, дисфункции позвоночника, нет проблем с вирусными инфекциями, он достаточно хорошо питается, в его рационе питания есть мясная пища, а также в рационе питания присутствуют аминокислоты, не синтезированные. Человек достаточно хорошо отдыхает, он отдыхает в неделю 2 дня, среди этих 2 дней у него обязательный 7-часовый сон, то зрение восстанавливается само по себе. Естественно, когда человека начинает колотить, то тогда зрение – это то, что страдает больше всего. Почему? Вы должны понять, мозг и глаза, глаза – это продолжение мозга. А мозг – это элемент формирования негативных психических состояний. Таким образом, если психические состояния находятся в мозге, то это отражается 100% на состояние глаз. Кто с этим не согласен? Для чего я сегодня... Конечно. Истощение нервной деятельности происходит еще в тот момент, когда человек много изучает или много получает информацию. Вот смотрите, есть сайт такой, допустим, на этом сайте есть кино. И вот рядом с этим кино идут какие-то мигающие блики, которые постоянно там мигаются, дергаются, на них происходит движение. Также идет какой-то шум. Во время просмотра фильма и после просмотра фильма вы переходите и получаете вновь информацию. За этой информацией еще вновь информация, потом следующая информация, следующая информация. Это все истощает нервную деятельность. А нервная деятельность у нас восстанавливается только во время сна. В случае, если нервная деятельность не восстанавливается, то именно нервная деятельность является следствием появления в теле натянутых элементов или стягивающих человека жил. У человека появляются жилы на шее, у него изменяются хрящевые ткани. Это все истощение нервной деятельности. Появляются судорожные проявления в организме. Он становится ниже ростом. Это все проявление истощения нервной деятельности. Сейчас это заболевание века, истощение нервной деятельности. Мы получаем такое большое количество самой невероятной и совершенно ненужной информации, которая не переваривается, но реально истощает нервную деятельность человека. Естественно, раньше, в советское время, когда мы жили спокойно и принимали, наверное, какие-то решения, исходя из общей социологии, наверное, социального какого-то менталитета, помните стихи: «Если партия сказала, дело обеспечено». Таким образом, могу сказать, что в те времена, когда истощение нервной деятельности было минимальным, а минимальная нервная деятельность была связана с еженедельной политинформацией на производственных участках, а также чтением 3-го столбика на 4-й странице газеты «Труд», то кто взрослый, тот помнит это. Интересная информация в виде 10 строчек о том, которая не перегружала человека, то это было прямо пропорционально буму информации. А ведь смотрите, ведь в советское время количество аптек было меньше. А можно ли так сказать, что с увеличением и ростом информации, которая начала поступать, увеличилось количество аптек? Да. Так вот, в советское время еще и была цензура, которая знала, что такое перевозбуждение нервной деятельности и к чему это может приводить. А после этого за цензуру нужно платить, и сейчас цензурой не занимаются. Гораздо важнее создавать определенную информацию в волнах информации, чем создавать цензуру и уничтожать информацию. Это дороже. Таким образом, люди очень часто попадают в информационные войны, где они являются просто жертвами, не понимая это. Информационные войны используют
5, 15, 7 кадры. Также используют бинауральные шумы во время прослушивания каких-либо новостей. Также используют определенные элементы мигания или увеличения света во время снятия, а также используют яркие лампы для увеличения электромагнитного поля вокруг человека, потому что такая информация, сказанная таким человеком, усваивается быстрее. И вот эта вот информация, она очень часто, очень истощает нервную деятельность. А нервная деятельность, как известно, управляет всеми остальными системами нашего организма. Поэтому люди, которые без конца истощают нервную деятельность, у них в семье плохо, у них истощена нервная деятельность, они становятся агрессивными, раздражительными, плюс они получают дополнительную информацию, там, ходя в церковь, допустим, или ходя на какие-то службы, не досыпая, попадаются в ловушки истощения нервной деятельности, а когда истощается нервная деятельность, то обычно снижается иммунитет. Поэтому в случае, если у человека истощена нервная деятельность, то человек автоматически будет болеть иммунными заболеваниями. Так можно сказать, что любой стресс является системой истощения нервной деятельности. Поэтому если у вас происходят стрессы, это говорит о том, что вы должны читать меньше, запоминать меньше, отдыхать больше, спать в теплом. Понимаете? Вы должны кушать пищу, которая вкусная, в которой находится большое количество специй. А также должны обязательно ходить на массажи, потому что массажи тоже восстанавливают нервную деятельность у человека, убирая триггеры или паттерны физического тела человека. Таким образом можно провести аналогию, что, наверное, королева управления всеми системами в организме является наша нервная деятельность. Таким образом, если у вас нервная деятельность, это не обязательно вы нервничаете. Это просто переистощение информации. Раньше люди отдавали предпочтение чтению художественной литературы. Сейчас отдают предпочтение просматриванию негативных роликов, заставляющих человека страдать в YouTube. А ведь, как известно, чтение или информация, полученная в виде слов, в виде букв, усваивается легче, чем любая визуальная информация, так как в этой визуальной информации есть движение информации, а также усиленные звуки, усиляющие информацию, слова и какие-то идеи, которые ведутся и удерживают его сосредоточение. Таким образом, можно сказать, что та информация, которая шла раньше в фильмах, которые были сняты в 70-х годах, уже не возбуждает нашу подготовленную к большим ударам информационную психическую деятельность, и нам эти фильмы уже перестают нравиться, потому что мы начинаем смотреть более другую информацию, которая совершенно в другом виде начинает влиять на наше сознание. Естественно, это все приводит нас к истощению. Если раньше люди читали «Капитан Немо», там Стивенсона, там, «Пираты» какие-нибудь, или там читали книги там, советских лириков, каких-нибудь там поэтов, создавали кружки какие-то, их вдохновляли идеи строительства какого-нибудь или там новой социальной системы, нового видения мира, и они не получали достаточно большое количество информации, то если сейчас взять ребенка возраста 6 лет или 7 лет, то этот ребенок, он может рассказать больше о мире, чем тот человек, который имел возраст 70-80 лет и жил еще 20 лет назад на территории Советского Союза, или там 30 лет назад. Почему? Информация была ограничена, и люди в основном читали художественную литературу. Сейчас количество художественной литературы изменено, ее практически не читают, и в последнее время художественная литература, многие люди считают это зря потраченным временем, потому что люди ориентированы больше на получение полезной информации, применимой к жизни информации, а это все истощает нервную деятельность. Таким образом, чем больше человек потребляет информации, чем больше человек старается ее получать, тем больше он должен смотреть за тем, насколько в хорошем состоянии находится его иммунная деятельность. Естественно, что я могу посоветовать для иммунной деятельности? На первое место я могу поставить свой препарат черничная паста. С испокон века всегда черничная паста или настой черники были мощнейшими иммунными препаратами или иммунными супрессантами. Я забыл сказать. Наша компания выпустила сейчас карандаш.
Здесь я его показываю просто без этикетки. Здесь будет полосочка такая белого цвета, и на ней будет написано противогрибковый карандаш. Это противогрибковый карандаш, его уже можно сейчас заказывать у нас на сайте, мы его сегодня сфотографируем и выложим. В данном противогрибковом карандаше находится экстракт струи, бобровой струи и прополис и мумию. Запах невероятно плохой. Если открыть колпачок и намазать на пальчик, то запах невероятно плохой. Прямо распад будет духами по отношению к тому запаху, который здесь, я сейчас понюхаю. Невероятно плохо. Хочешь понюхать? Надо на ручку вот так помазать и после этого понюхать. А ты помажь, надо. Дайте нам. Не такое не вонючее. Запах смерти размешан. Не боимся. Пахнет мумием, прополисом и вот такой бобровой струей. Дегтя нет. Чемоданом. Прополис. То есть это мумию. Я вам могу сказать, если у вас есть грибок на ногтях, то данным препаратом можно полностью убрать грибок на ногтях. Он сделан в виде шарикового дезодоранта, просто вводится по пальчику, вокруг пальчика и на самом ногте. Какой процесс? Буквально 4-5 дней пальчик начинает отрастать, старый ноготь становится более огрубевшим, грибок исчезает, потом вы это можете сточить, спилить, и отрастает новый ноготь. Очень уникальное вещество, действительно получилось вещество. Я на прошлом вебинаре говорил, что вы можете сделать его из нашего препарата мускус. Могу вам сказать, не сделайте. Почему? Потому что нужно специально подготовленный прополис и нужно специально подготовленное мумие, которое предварительно обваривается в оливковом масле. Без этого ничего сделать нельзя. Специально, в обыкновенном можно. Просто мумие обязательно нужно выварить в оливковом масле и потом отцедить в горячем виде через металлическую такую штучку. Почему? Потому что водосодержащие сапонины, которые находятся в мумие, они должны полностью уйти, и за счет масла они исчезают. Если хоть небольшое количество жидкости остается в мумие, то оно не растворяется в спирте вообще. Предварительно обварить в масле и после этого отцедить и добавить вот в такое мумие, вернее вот в такую бобровую струю, то после этого все растворяется. Снова все рецепты. Андрей Андреевич, при чистке пастой сатва вылез герпес на губе первый раз в жизни. Теперь это происходит, то опять начинается. Планирую беременность. Можно сдать какие-то анализы. Попейте наш препарат, он называется ГВИ. Когда вы берете пасту зубную сатва и начинаете чистить зубы, то вы должны понимать, глина, согласно грубой эзотерической традиции, является элементом минус. Вот смотрите, наше тело, оно теплое, а глина, она имеет принцип холода. Если вы глиной начинаете чистить свои зубы, то глина, она вытягивает то, что находится в середине зубов. Таким образом, вы можете вытянуть из слюнных желез, а также из слюнных желез можете вытянуть золотистый стафилококк. Также из гноеродной инфекции, которая находится за десной. Также инфекции, которые находятся в испорченном зубе. Из денты достать это все. Естественно, это все в ротовой полости находится и может создавать неприятные состояния для губ. Но это того стоит, потому что в случае, если инфицируются слюнные железы, то данное заболевание может развиваться на протяжении 30-40 лет и потом превратиться в онкологическое заболевание. Таким образом, можно сказать, что гораздо легче зубы почистить зубной пастой. Зубная паста была сделана специально с целью не залепливания дырочек или там придачи рту хорошего запаха, а с целью лечения и зубной эмали, и с целью лечения герпевирусных инфекций полости рта. Если у вас уже герпес появился, вы должны взять вот такую пасту и ей намазать сверху на губе, там где есть у вас герпес. Буквально 1 сутки это полностью уберется. У кого есть варикозиновая мазь, вы можете взять и смазать варикозиновой мазью герпес. Буквально 10 минут, и герпес будет исчезнуть.
Так уберет герпес на губе, но вирус-то сидит в человеке. Герпевирусная инфекция – это инфекция, которая связана с нарушением обмена и депонации клеток, которые находятся в организме. Каких клеток? Всех. Таким образом, герпевирусная инфекция – это ложка дегтя в бочке меда. Если кинуть ложку дегтя или кинуть краситель в мед, то вот оно вот такой точкой будет находиться, но клеточки вот этого дегтя будут проявляться во всех клетках вот этого меда, даже не размешивая. Я говорю, дело в том, что любой обмен веществ клеточный целиком зависит от того, насколько хорошо работает у вас поджелудочная железа. Таким образом, улучшите состояние поджелудочной железы, и ваших герпевирусных инфекций не будет. Герпевирусные инфекции, их следствия и маркеры могут находиться в крови. Печень справляется или не справляется с герпесами, но лечить нужно поджелудочную. Есть такие знания просто, которые целиком, наверное, даже не эмпирические, а многократно подтверждены эмпирически. Конечно же, можно сказать, что я шарлатан, авантюрист и еще кто-то, знаете, тем не менее, много есть таких подчеркиваний, которые не поддаются объяснению. Итак, в случае, если ребенок, мальчик или девочка в детские годы от года и там, до 5 лет имеет в своем рационе питания огромное количество шоколада, то это, скорее всего, приведет его к изменению половых предпочтений. И такой ребенок ярко вырастет с предпочтениями гомосексуального характера. Кто-то об этом когда-нибудь говорил вам? До 5 лет шоколад именно или сладкое? Шоколад. Шоколад. Шоколадные конфетки. Также шоколадные конфеты приводят человека к более истощенной нервной деятельности, потому что активные углеводы заставляют мозги работать еще более активно. То есть можно посмотреть спокойно фильм, а можно охать, ахать и кричать. Так вот, охать, ахать и кричать – это, наверное, более активно разрушение нервной деятельности или истощение нервной деятельности. Я хочу вас сегодня познакомить с новым препаратом нашей компании, который можно с сегодняшнего дня уже приобретать. Этот препарат называется Насия. Что это за препарат? Насия. Да, Насия. Что такое Насия? Насия – это название аюрведической системы очищения носоглотки или очищения носоглотки Насия. Данный препарат нужно использовать в случае, если человек болеет гайморитом, насморком, а также заболеваниями носоглотки. Каким образом? Я обещаю и готов вернуть деньги в случае, если вы будете смазывать, как я вам скажу, носоглотку и не избавитесь от гайморита на протяжении 2 дней. Аналогично. На протяжении 2 дней. В случае, если вы болеете 10-15 лет заболеванием гайморита, используйте вот это 1 неделю и забудьте об этом на всю жизнь. А детям? Аналогично. Если вот там носом... Все, вообще. Гайморит, аденоиды носоглотки, любые воспаления носоглотки, это уберет буквально за первые 3-5 дней, 10 дней. Покажу, как нужно мазать. Данный препарат нужно смазывать так. Верхушечку, темечко. То есть сначала мажет человек темечко себе. Сначала смазывает темечко, смазывает активненько, а потом смазывает лоб, Темечко. носик вот так вот. Нос с обеих сторон, крылья носа. И после этого большие кусочки ставит себе в нос, в левую и правую ноздрю. А если здесь? А если здесь есть препарат антиангин? У нас есть очень хороший препарат, который называется золотой бальзам Дуйко. Берете ватку, карандаш, вмакаете в золотой бальзам Дуйко и смазываете себе горло. 1 раза достаточно, чтобы убрать даже там тяжелейшее воспаление миндалин и убрать безоперационно воспаление там, танзелита, допустим. Оно действительно очень хорошо работает. Работает лучше, чем люголь, который в свое время использовал. Работает как керосин. Я могу вам сказать, что если использовать данную Насию буквально 5-6 дней, то ночью выходит огромное, в 1 день вы ночью проснетесь или днем, и просто высморкаете вот эти вот все корочки и там то, что у вас там в середине находится. У нас есть мужчина,
давайте я к нему обращусь, он сегодня есть или нет, сейчас я узнаю. У нас есть мужчина, Саша, по-моему, да? Как зовут нашего массажиста из Запорожья? Иван. Иван. У нас есть массажист из Запорожья, Иван. Ваня, ты здесь? Напиши нам. Также есть у нас Лена, которая болеет уже 10 лет гайморитом, которая вчера мне набирала, позавчера. У нас есть вот ребята, которые уже начали активно этим пользоваться. Есть парень, который мне звонил и говорил, что хана мне, погибаю, гайморит меня уже одолел, 10 лет болел, а здесь прямо кровь начала из носоглотки, уже врачи разводят руками, говорят в очередной раз, давай будем тебе прокол делать. Ну, Андрей Андреевич, спасите, просто очень плохо. Ему тогда сказал, убирай таблетки, бери мой препарат Насия и делай, как я тебя научу. Буквально 4-5 дней он мне позвонил, говорит, Андрей Андреевич, вы меня вылечили, у меня нос сухой, я такого ощущения в носу не чувствовал никогда в своей жизни со своего рождения. То есть нос начал дышать, обе ноздри. Говорит, ночью, говорит, выплыла из носа такая медуза, которую можно было фотографировать и выкладывать в YouTube. Поэтому это было так страшно. Говорит, гнойная, с кровью, говорит, что-то такое страшное. После этого все исчезло. Часто вариант у вас, допустим, лечить ребенку носоглотку, делать прокол или вырывать аденоиды, или там что-то делать с носом. Не торопитесь, попробуйте использовать данный препарат. Вы будете очень приятно удивлены. Естественно, почему медицинская система не будет делать этот препарат? Потому что в этом препарате находится эфирное масло можжевельника, эвкалипта, чайного дерева, шалфея, розмарина, воск пчелины, яд пчелины, настойка трав на масляной основе, инфуз, календулы, укропа, петрушки, девисила, крапивы, эвкалипта, зверобоя, шиповника, ментола. Таким образом, эвкалипт. Таким образом, что вам сказать, кто-то будет? Нет, не может быть. Данный препарат имеет в себе определенное вещество, которое называется оксид цинка. Оксид цинка является мощнейшим антигистамином, имеет мощнейшее антигистаминное действие. Также находится вещество, которое называется сорбит. Сорбит, как известно, тоже является мощнейшим антигистаминным веществом. Поэтому можете смело пользоваться. Также нет эфирных масел, тех трав, которые находятся в составе. Поэтому можно свободно всовывать в носик, не бояться. Один из самых любимых моих препаратов, которые были когда-либо созданы, это тот знаменитый белый бальзам или белый пластырь, о котором в свое время писали вот в этих старинных русских учебниках. Есть старинные русские лечебники, в которых очень часто мы можем прочитать, а также старинные русские журналы, в которых очень часто бабушки всевозможные, в которых очень часто давался рецепт изготовления мази с живицей для лечения практически любых заболеваний. Итак, трофическая язва. Убирание трофической язвы данной мазью 2-3 дня. Она засыхает на глазах. Мазать можно прямо сверху, не бояться. Любые порезы, какой бы ни был глубокий порез, достаточно одного смазывания, а одно смазывание на протяжении 1 минуты останавливает кровь, и уже через час появляется коллоидный рубец, и через час уже полностью кожа на излом не раскрывается. То есть оно склеивает, представляете? Называется прополис живица. Живица. Буквально позавчера дома Света порезала палец очень глубоко, и после этого я ей сказал, чтобы она смазала вот прополисом с живицей. Одно намазывание единоразовое мгновенно останавливает кровь. Вот мажешь, и кровь не идет. Все. То есть не надо было не оббинтовывать, ничего. Уже через 20-30 минут не шла кровь, образовался коагуляция кожи, и коагуляция кожи уже привела к тому. Также этот бальзам можно намазать на марлю и на 4-5 часов приложить к псориатической бляшке. Вот это же. Да, вот это же. 4-5 часов или на сутки приложить к псориатической бляшке. Когда спустя сутки вы снимете данный пластырь или данный пластырь с живицей, то псориатическая бляшка прям пальцем вот так снимется. Представляете? Она вот как пальцем снимется.
После этого не появится. Уникально. Дело в том, что данный препарат доработан мной, и он уникален во всех элементах, которые связаны с рубцующимися тканями. Есть большой рубец, не образовывается рубец, есть какие-то обгорания кожи, волдыри, есть там растрескивание, еще что-либо. Вот это первое средство. Оно имеет яркий такой запах канифоли, цвет очень красивый, желтый, сделан на облепиховом масле, добавлена живица в большом количестве и добавлено в большом количестве прополис. В состав входит живица, пчелиный воск, прополис, масло облепиховое, масло соевое, эфирное масло кедра. Цвет красивый, желтый, видите, вот такой. Запах очень приятный, пахнет кедром и пахнет живицей. А? Как облепиха желтая. Как облепиха, да. Облепиха лечит от ожогов, лечит. Живица в большом количестве добавлена. Просто, чтобы вы понимали, добавлено так. Вот этого препарата идет где-то 25-30 граммов живицы. То есть она достаточно эффективная. Дома приготовить такой препарат невозможно, потому что во время того, когда вы топите живицу, она должна вариться в масле или в воске не менее 6-8 часов, иначе не растворяется. Поэтому это кто будет дома этим заниматься? Комбоактив. Комбоактив. Данный препарат, в его состав входит масло соевое, прополис, воск, парафин, ланолин, витамин А, масло облепихи, депантенол, комбо-бутер, эфирное масло шалфея, масло чайного дерева. Комбоактив – это препарат от всех растрескиваний на коже. В случае, если есть потрескивание на коже, а также есть растяжки, а также есть старые растяжки, любые деформации тканей, растянутая кожа, сухость кожи, некрасивая кожа, шелушение, это все может убираться вот этим препаратом. Швы в том числе. Если швы кровоточащие, то нужно использовать живицу. Если швов кровоточащих уже нет, то нужно использовать данный препарат. Швы полностью исчезают, остаются, даже белых точечек не остается. Это какой? Это называется комбоактив. А если уже А? если Все равно, вообще все равно, вообще не имеет значения. Трофические язвы по 8 лет смазывание препаратом прополис живицы за 2-3 дня стягивает все. Представляете, на глазах. Оно так уникально работает, это потрясающе просто. Не нужно бояться, вообще не нужно бояться, никаким образом не происходит ни заражения, ничего такого не происходит. Андрей Андреевич, у парня 20 лет, с 2 лет тугоухость 3 степени, на оба уха. 10 лет переболел отитом, лечили гентамицином. Родился с двусторонней кефалой гематомой. В 5 лет начались приступы эпилепсии, принимает вальпрокон хрона. Вальпрокон хрона. Чем можно ему помочь из ваших препаратов или других методов? Народные методы лечения эпилепсии, кто какие знает. Ну, масло. А? Ну, масло, это пить масло. Нет, не тугоухости, Бог. а эпилепсии. Порошок из рогов. Правильно, порошок из рогов. Представляете, эпилепсия лечится, если человеку давать принимать порошок из рогов или копыт крупного рогатого скота. Берется рога или копыта, вываривается, обдирается, после этого стачивается. И вот тот порошок, который получается, принимается по чайной ложке или по четверть чайной ложки 2 раза в день. Эффект потрясающий, работает очень эффективно, проверено, просто проверено. Действительно убирает эпилептические припадки, уменьшает их в дальнейшем. Ну, в случае, если нет, ну вот очень хроническая эпилепсия. Вообще, знаете, как в психиатрической больнице лечат все виды заболеваний психиатрических, все виды шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, знаете? Основа нашей психиатрии – это введение сначала маленьких доз и после этого больших доз инсулина. То есть в самом начале начинают вводить каждый день пациенту инсулин.
А инсулин на что воздействует? Инсулин всегда воздействует на поджелудочную железу. Поэтому можно сказать, что поджелудочная железа является элементом появления у человека психических отклонений. Таким образом, и наша медицина это утверждает. Какой у нас здесь поджелудочный грипп? Панкреасор. Можно ли помочь мальчику, у которого есть эпилепсия? У нас есть препарат Амин, также есть препарат Морбус Стоп, а также есть препарат от тугоухости «Здоровый слух». Также из народных методов изготовления масла ши, которое делается так: берется просто топленое молоко, топленое масло, вернее, его нагревают длительное время, пока оно не начнет потрескивать. После этого остужают. Пенку, которая образовывается сверху, выбрасывают, а само масло каждый вечер вкладывают в ухо. Также я рекомендую использовать насью, это препарат такой, который я говорил, от заболеваний гайморита. Также в ходе лечения заболеваний плохого слуха. Как намазывать, еще раз покажу. В ухо его пихать не нужно. Опять-таки сверху намазывается, после этого намазывается лоб, после этого нос, после этого под глазами крылышки и вставляется в нос. Даже в случае, если у вас есть заболевание падающего слуха, отита и так далее, все равно в нос ставить. Как Шум в называется? ушах? Насья. Мазь Это Настя, насья. мы уже писали. А если шум в ушах? Если шум в ушах, то необходимо принимать препарат, который будет увеличивать мозговое кровообращение. Есть препарат Суперслух, он устраняет шум в ушах. Суперслух. У нас есть сейчас препарат такой, который называется апсантин. Препарат апсантин – это в случае, если у человека бесконтрольные нервные состояния. То есть вот он непонятный, о чем-то все время говорит. Психических заболеваний очень много. 23 разновидности шизофрении, которые есть у нас в классификации. Есть шизофрения, есть депрессии, есть маниакальные состояния депрессии и так далее. Но вот этого очень много. Паркинсонизм. Сейчас поговорим. Андрей Андреевич, чем полечить демиелинизирующую полинейропатию? Я считаю, что лечить демиелинизирующую полинейропатию необходимо путем введения нашего нового препарата, который называется КФС. А скажите, кто-то начал принимать наш препарат КФС? Я хочу, чтобы те люди, которые начали принимать наш препарат КФС, поделились своими результатами и своими впечатлениями. Я могу сказать вам, как этот препарат действует. Сразу же происходит обострение. Я считаю, что применение препарата на протяжении 1-2 недель может убрать тяжелые, длительно прогрессирующие заболевания артритов у человека. Причем совершенно мягко, в очень такой щадящей форме. Опять-таки могу сказать, что действие данного препарата происходит исключительно на воздействие на поджелудочную железу. Вы представляете? Таким образом можно сказать, что заболевание ревматоидный артрит и ревматоидный полиартрит является отчасти еще и заболеваниями сбоев поджелудочной железы. А при диабете тоже его? Конечно, при диабете. У нас есть препарат, о котором не очень хотелось бы говорить, но который очень успешно лечит, ну нельзя так говорить, так как мы выпускаем БАДы. Тем не менее, можно сказать, улучшает общее состояние при заболеваниях сахарный диабет. Я могу даже с ответственностью заявлять о том, что это лечит заболевания не только 2-го типа, но и 1-го типа. И человека можно в дальнейшем полностью снимать с инсулина. Хотя сейчас эндокринологи, которые меня слышат, наверное, готовы были бы меня убить и даже посадить в тюрьму. Так какой это препарат? Этот препарат, который у нас называется мультиглюкоза. Как мультиглюкоза. Как я и говорил, я хочу еще раз сказать, из глюкозы делаются астроптилангерганцы. Это то, о чем я в свое время говорил еще 5 лет назад, когда начинал только проводить вот такие семинары. Я говорил о том, что убирая глюкозу из рациона питания больного сахарного диабета, который болеет первым типом сахарного диабета, мы не вылечим этого человека никогда. И такое невылечение и неизлечение от сахарного диабета я наблюдаю в эндокринологии. Таким образом, можно сказать, что наша эндокринология, она фактически
путем введения инсулина в кровь пациенту не лечит сахарный диабет, а всего лишь помогает человеку реабилитироваться и продолжить, ну, как-то справиться с данным заболеванием. Тогда что-то происходит не то в данном заболевании, и нужно лечить каким-то образом по-другому. Я выбрал около 100 пациентов, которые лечились у меня моими каплями, которые называются мультиглюкоза. Данные капли принимались натощак, человек принимал по 1-2 капли на язычок, принимал утром и вечером. При этом курс лечения инсулином он не изменял. Что начало проявляться? У людей в ночное время начал очень снижаться глюкоза. Она начала снижаться до 2 единиц, до 1,5 единицы. Началась гипофункция. Когда это началось, я им начал назначать снижение доз прямого и короткого инсулина, длинного и короткого инсулина, и мы начали уменьшать дозировку короткого и длинного инсулина. Таким образом, мы сначала начали давать на ночь короткий инсулин, там, допустим, человек принимал 25 мг короткого, 25 мг длинного. После этого начал принимать 20 мг короткого, 20 длинного. После этого 15 мг короткого, 15 длинного. После этого полностью короткий был убран, человек начал на длинном. После этого длинный начали принимать по 10 мг, полностью сняли. Потом, когда полностью сняли длинный инсулин, убрали и короткий в утренние часы. На протяжении 2 месяцев женщина лечилась полностью, был снят диагноз сахарный диабет 1 типа. Класс. Естественно, я как говорил, еще раз хочу сказать, идеи, каким образом это можно лечить, есть. Но не доказывать никому, не опровергать эту идею я не буду. Также не буду заниматься клиническими испытаниями, вводить его в общую клиническую систему действующих веществ, которые есть. Также не буду давать взятки, вынашивать и так далее. Могу сказать, что я это умею делать, у меня это получается. Поэтому я этим и занимаюсь. Но опять-таки с одними людьми это происходит, а с другими не происходит. И я знаю, почему происходит и почему не происходит. Потому что одни люди, они все-таки умудряются вести ровную жизнь, у них нет стрессов. Но это обычно детки. Вот с детьми работать лучше. Хотя стрессы, которые есть у детей, они всегда проявляются в очень зрелом возрасте. Почему? Вы представляете, ребенка каждый день спрашивают или должны спросить. То есть выучил он или не выучил, его каждый день должны спросить. И вот этот момент выбора без конца заставляет ребенка испытывать состояние стресса. Да? Таким образом можно сказать, что из 200 дней, которые есть в году, когда ребенок учится, 200 дней ребенок испытывает состояние бесконечного стресса. Тогда скажите, школа, в которой дети испытывают без конца состояние стресса, она правильно, что она может формировать у человека? Она может формировать вегетососудистую дистонию на фоне стрессов, какие-нибудь там заболевания, может формировать там, наверное, первые уже психологические или психиатрические заболевания, психические заболевания. То есть это все формирует нам школа. Поэтому школа ломает детей, поэтому школа заставляет детей без конца испытывать стресс. Первые заболевания возникают в школе, вы представляете? А теперь скажите, ведь цель любого учения или цель любого обучения в школе является сделать человека приспособленным к окружающему социуму, правильно? Ну вот скажите, после 10 лет окончания школы человек готов к социуму или нет? То есть его можно выпустить из этой школы, и он будет готов зарабатывать деньги, будет готов вести предпринимательскую деятельность. Этот ребенок будет готов заниматься бизнесом, заниматься или там обзаводиться семьей. Скажите мне, будет или нет? Тогда скажите, если 10 лет обучения не дает ему самое важное, что должно быть у ребенка, это социологическую приспособленность, то насколько это необходимо человеку? Это большая проблема. Сделать из ребенка психически больного человека, не приспособленного к обществу, ради чего? Потратив на это 10 лет обучения. 11 и 12 лет. Зачем? Но это же так жестоко, это так непонятно. В итоге, кто те преподаватели, которые проводят это обучение? То есть 12 лет преподавателей, у которых очень низкая заработная плата, социально неустроенные люди, они, получается, воспитывают этих детей
больше, чем воспитывают этих детей родители в домашних условиях. Таким образом, мы дуплицируем просто очень несостоявшихся людей, которые у нас несостоявшиеся, являются несостоявшимися нервными преподавателями, уставшими от низких зарплат и людьми, которые дают, наверное, идеи там, обвинения окружающего мира. То есть кто создает вообще социологическую информацию для этих детей? Это же те преподаватели, которые их обучают. Но тогда можно условно сказать, что 11 лет образования не создали социологическую адаптацию для ребенка, а это фактически говорит о бесполезности данного плода обучения. А вот если вы захотите что-то делать, то вы фактически становитесь автоматически асоциальными людьми. Изгоями. То есть, если вы хотите быть асоциальными, то тогда должны для себя выработать концепцию, что вы конкретно хотите взять или дать ребенку. То есть, если просто убрать, я согласен с этим, вы становитесь асоциальными. Но можно дать ребенку, представляете, уже в детском возрасте, там, с 6-7 класса мальчиков можно научить работать на токарном станке, мальчиков можно учить автомобиль водить, можно обучать этих детей работать с электросварочным аппаратом, можно их обучать элементам бизнеса, можно обучать, как закручивать, как выкручивать. И это гораздо важнее, чем обучение каких-то систем тригонометрии. Это уже должно быть выбором взрослого математика. Профтехобразование очень важное было. Профтехобразование всегда было очень важное. Почему? Ведь люди, которые прыгали, как говорится, на этих революциях, эти люди, это просто люди, которые пропустили возможность образования. Потому что если бы они знали или умели, что делать, и у них бы не возникал вопрос, как им питаться. Потому что у человека обычно растут потребности, и он просто не знает, его никто не научил, как можно заработать. То есть он, не умея зарабатывать, ищет возможности украсть. А если человек ищет возможности украсть, его нужно обучить тому, как можно несложно зарабатывать. Это же разумно очень, правильно? Почему об этом никто не думает? А почему или откуда это берется? Скорее всего, это берется, наверное, с позиции вот таких вот социальных программирований, которые делают преподаватели, дуплицируя себе подобных людей в лицах наших детей. У меня был ребенок, у меня сын Слава, он большой такой, вот он в 1 классе выше детей на 2 головы такой. Вот сегодня пробовали найти ему шапку, и когда говорили, что ему 6 лет, но размер головы как у взрослого мужчины, то шапку такую детскую найти не могли. Ну, нашли, конечно, шапку с видом медведя, сволочи, кто это сказал, конечно. Могу вам сказать, что когда шла идея дать сдачи или шла идея заставить ребенка быть злобным, то я во время разговора в семье сказал, давайте мы не будем обучать ребенка быть злым, давать сдачи или еще что-то сделать. Почему? Этому его научат и без нас. А вот сделать из человека интеллигентного человека, доброго, возможно, сделать человека ответственного, отвечающего за свои поступки и слова, вот это мы способны сделать в семье. То есть давайте мы наоборот, его и так социум научит быть злым, а дома мы его научим совершенно другому. Поэтому разговоры, ты дай сдачи, там, дай в морду и еще что-то, мы полностью дома устроим. Если он такой будет хороший, не надо сдачи давать. У него такое вот окружение, и вот ее любить. Очень часто бабушки и дедушки начинают воспитывать или дуплицировать себе подобных. И после этого вырастают вот такие бабушки в виде вот таких вот внуков, которым лучше где-то спрятаться, промолчать, кого-то пожалеть. И потом мальчики не хотят знакомиться с девочками, потому что нужно быть мужественным. Мальчики не хотят делать бизнес, потому что легче, как бабушка, просто полежать и посидеть, уткнувшись в телевизор, понимаете? И это тоже является основной социальной проблемой. Если бабушка воспитывает внука, конец этому внуку, он никогда не обзаведется хорошей семьей. Ну, не каждая бабушка. Не, ну я же не общим, здесь как бы не общим фоном вот так вот всех кляню, знаете. Не каждая бабушка. Если Алла Пугачева будет своих внуков воспитывать, наверное, у них будет очень много толка, понимаете. Хотя, как знать.
на пути нашей любви, как мы предполагаем, очень часто вырастают самые нелепые и самые гадкие люди. Вы представляете? Почему? Потому что многие люди просто превратно чувствуют любовь и начинают думать, что их нужно любить за что-то, и они воспитывают людей через превратность вот этой вот, за что можно любить. А если любишь за что-то, то это уже не любовь, а проституция. Таким образом, если ты сделай это, а я тебе это, то это уже нехорошо. Такая любовь в дальнейшем наказуема, потому что когда нечего использовать, то тогда уже этот человек совершенно Что такое становится... любовь? Любовь – это сострадание. Конечно, я сейчас сказал такое, что меня сейчас... Вы меня компрометируете. Просто в Ютубе сейчас меня разорвут. Скажут: Дуйко, ты ничего не понимаешь, любовь – это не сострадание. А давайте мы тогда проанализируем. Родился маленький ребенок, он беззащитный, вы на него смотрите. Что вы больше испытываете, любовь или сострадание? То есть он же не может ни сам себя обслужить, ничего сделать. Тогда вот такая любовь безусловная, она похожа на состояние, при котором вам хочется его совершенно добровольно защитить или совершенно добровольно что-либо для него сделать. Тогда можно ли сказать, что вот этот порыв и может быть как бы внутренним состоянием любви? Вы представляете? Можно ли сказать, что безусловная любовь – это желание сострадать человеку? Вы представляете? Возможно, так. Но это же не тот семинар, слушайте. Это все за деньги. Курала, 50 минут Куралай, 1 минута назад. Ой, зачем Куралай пишете? Ученица первой ступени. Можно ли вернуть зрение при неоперированной глаукоме? Чем можно вылечить розовый лишай, кроме ихтиоловой мази? У нас есть препарат, который называется прополис живица и золотой бальзам. Мажьте, и не будет лишая. Вообще золотой бальзам и живица – это препараты, которые должны быть в аптечке у каждого человека. У нас есть ряд препаратов, которые я считаю уникальными по своим свойствам и считаю, что они очень неоднозначны. Это золотой бальзам Дуйко, это прополис живица, это 100% препарат варикозиновая мазь. Варикозин. Почему? Варикозиновая мазь убирает лишай, герпес, но при этом еще и хорошо лечит варикозное расширение. А кто-то пробовал? Нет еще? Скажите средства от кашля ребенку 5 лет. У нас есть антифибриз, мазь такая. Мажете горло, не горло, а мажете грудь, мажете шею, и все, и ребенок перестает болеть. На ночь смазывайте. Помните камфора? Смажьте на ночь ребенка камфорным спиртом, он не будет болеть. Так вот, я думаю, что камфорный спирт может быть эффективным. Согласен, камфорный спирт эффективный, но он ненадолго ложится на кожу и очень быстро испаряется. Поэтому пришла такая идея, почему бы не сделать масляную или бальзамическую такую настойку, в которой был бы правильный камфорный спирт с правильным камфорным маслом, с касторовым маслом, с алоэ вера, там, с вытяжкой золотого уса, понимаете, с прополисом, для того, чтобы создать эффект более комплексный для лечения ребенка от ангины, там еще чего-то. Вот у меня дети, когда заболевают, я их сразу же смазываю. Горло, грудь, сзади, шею, ноги, и все, они у меня лежат в носках, потеют и последствия. Антифибриз. Андрей Андреевич, можно ли жевать препараты гельминфит и сирантал? Они горькие и острые. Не будет ли вредно для пищевода? Проглотить сложно мне их. Можно жевать, безопасно. Если вам очень сложно жевать препараты, я рекомендую использовать аналогичные чаи. У нас есть аналогичные чаи, их можно заваривать. 1 чайная ложка. Вот гельминфит, допустим, препарат, его можно купить в виде чая. 1 чайная ложка на стакан воды, пить чай на ночь, тогда глистов не будет. Эффект даже будет лучше. И сирантал тоже. Сегодня вышла из больницы, была операция на брови, атерома. Доктор сказал, через месяц снова надо удалить внутри шарик. Можно ли обойтись без повторной операции? Нет. Атерому нужно обязательно убирать в 2 этапа, врач совершенно прав. Поэтому нужно будет рассекать в дальнейшем атерому с тем фолликулом, который нарос там в середине, и после этого почистить. Иначе она вновь вырастет. Атерома не такая простая. Мы видим ее только, шанкр видим только на поверхности, и он гораздо больше находится, там, я не знаю, где у вас, надкостнице. Для того, чтобы не было нагноения, для того, чтобы не формировалось какое-нибудь вторичное заболевание, лучше прооперировать. Уже 1 раз сделали, не бойтесь 2-й раз делать.
Это, знаете, как временная пломба. Когда у нас зуб болит, мы приходим к врачу, он ставит нам временную пломбу. И мы говорим, все, ура, зуб не болит, временная пломба есть. И есть 50-60% населения, скорее всего, которые, поставив временную пломбу, второй раз к врачу не идут. И на этом фоне и появляются разрушенные зубы, воспаление дентальной кости и в дальнейшем там, тяжелейшие заболевания. Ну, не у всех, но у очень многих именно так устроена психика. Особенно, кто прошел советскую стоматологию. Андрей Андреевич, ученица школы, подскажите, смогу ли я самородить или только эко? Человек может сам родить. С чем это связано? Оказывается, очень часто в момент того, когда вы не можете родить, это связано с дисфункцией овуляции. Очень часто у женщины дисфункция овуляции связана с уменьшением и истончением фаллопиевых труб. Оказывается, наши фаллопиевые трубы, ну не наши, а женские фаллопиевые трубы очень реагируют на анемию и очень реагируют вообще на недополучение минеральных веществ. Таким образом, клеточка, яйцеклетка во время овуляции, она достаточно большая, но она не помещается в фаллопиевую трубу, деформируется и разрушается. Из-за этого месячные или период овуляции становятся болезненными, а также становятся там временно кровоточащие, также выходят какие-то сгустки и так далее. Это неправильно, это говорит о том, что вы недополучаете недополучаете нужной пищи, а также у вас, скорее всего, есть высокая кислотность 12-перстного кишечника, а также это говорит о ваших нервных состояниях. Сможете ли вы при этом родить? Нет. Потому что такая яйцеклетка, она разрушается на уровне фаллопиевой трубы или фаллопиевой. Что же нужно делать? Нужно обязательно начинать хорошо кушать. Женщина худеющая, ей забеременеть гораздо сложнее, чем женщина поправляющаяся. Поэтому, если вы идете по пути бесконечного худения, то, скорее всего, у вас будет затрудненная беременность. Также могу сказать, что в 15, 16, 18 лет овуляция или яйцеклетка овуляторная, она имеет определенную жизнедеятельность. Это обычно там, одни сутки, ну, грубо говоря. В случае, я просто не помню, в случае, если у женщины, если женщина взрослая, там 45 лет, 50 лет, то у нее жизнедеятельность яйцеклетки может быть не более, там, я не знаю, там, наверное, 30, ну, я не знаю, 3,5-10 часов. Наш препарат, который называется Корунеш, в случае, если его человек принимает, то его овуляция, она сохраняется как в периоде 14, 15, 16 лет. То есть яйцеклетка надолго сохраняется и после этого имеет способность на формирование эмбрионального плода. Скажите, карандаш лечит грибок с кожи или только с ногтей? И с ногтей, и с кожи, поэтому он сделан в виде шарика. Можно ТФ Energy принимать без предварительного очищения от гельминтов? Да. Или они схавают такой классный препарат? О, боже мой. У нас есть очень хорошие показатели крови. Эти хорошие показатели крови называются лейкоциты. Лейкоциты делятся на лимфоциты, эозинофилы, базофилы и нейтрофилы. Очень часто вы можете сдать такие анализы и посмотреть, чем вы болеете, потому что это показатели наличия у вас вирусных инфекций. Итак, если у вас высокие нейтрофилы, это говорит о том, что вы болеете, скорее всего, аллергией. В случае, если у вас высокие эозинофилы, это говорит о том, что в вашей крови есть заболевание глистов. Если у вас высокое количество базофилов, это говорит о наличии герпевирусной инфекции или вирусных инфекций. А если высокие лимфоциты, если у вас высокие лимфоциты, это говорит о том, что у вас, скорее всего, формируется ревматизм, а также формируются какие-то процессы, связанные, возможно, с дисфункцией поджелудочной железы или костной системы. Таким образом, остеопороз – это может быть большое количество лимфоцитов. А уже аллергия – большое количество нейтрофилов. Скажите, я понятно объяснил? Тогда не будем дикими, идем, сдаем развернутый анализ крови и смотрим, в норме у нас
эозинофилы или нет. Так вот, если они у вас в норме, значит все хорошо. И лечить глисты дополнительно не нужно. А уже считать, что у нас глисты едят там нашу пищу, ну это вообще противоречия какие-то. Если у вас эти показатели в норме, это говорит о том, что следов глистов в вашем теле нет. Я знаю такое средство, которое делается, которое называется трынка. Меня когда-то научили делать ее одна женщина, которая из Болгарии. Она сказала, что когда будешь лечить, используя эту трынку, у тебя будет все очень хорошо. Что это за препарат? Он делается из определенных видов грибов, сушится, и после того, когда человек приходит, воскуривает на определенной, просто добавляют в виде маселка или в виде спиртового капельки, и вот так вот ставят, чтобы оно горело, что человек даже видеть не будет. Когда это горит, ты должен выпить небольшое количество алкоголя, чтобы на тебя это не воздействовало. Но если человек находится здесь, в этой комнате, то у всех находящихся в этой комнате появляются навязчивые идеи, связанные с моим влиянием или моим навязчивым голосом. То есть если я в этот момент человеку говорю: смотри, из тебя вылазят глисты, то он будет чувствовать, как по его спине бегают эти глисты, и он, скорее всего, начнет видеть, как они из него выползают. Вот таких вот рецептов я знаю достаточно много и знаю, каким образом это работает. Это используют, очень часто используют в деревенской магии, когда хотят заработать на человека деньги. Естественно, когда приезжаешь вот к такому специалисту, то этот человек говорит: я достану из тебя глистов, и начинает их доставать из ушей, из волос, ты чувствуешь, как они по тебе ползают, а потом после этого тебе очень сильно хочется спать. Почему? Скорее всего, на тебя происходит воздействие, да, даже не гипноза, а влияние психотропных веществ, вот таких активных психотропных. Ребята, вот сейчас так быстро это все летит, да, вот сама лента, вы сами за ней можете последить. Естественно, я уже не могу найти ваш второй ответ на вопрос. Ответьте на второй вопрос, мой Казахстан Курела. Я не могу понять, вот почему очень часто люди пишут мне письма и пишут: ответьте на письмо, которое я вам писала раньше. Вы что думаете, я одно письмо получаю? Вот пока этот семинар сейчас идет, у меня 18 писем. Вот у меня 14 писем, которые я вот в это время получил. Естественно, столько же я получаю, наверное, в час, столько же получаю писем в скайпе, и столько же получаю писем в вайбере. И когда вы пишете или звоните и говорите мне: Андрей Андреевич, вы же обещали, я жду, то это непонятно, что вы пишете. Я ничего вам не дам, а также то, что обещал, обязательно не выполню. Почему? Потому что ваши письма теряются, и я не могу просто вас обслужить. Естественно, могу сказать, что количество людей, которые хотели бы попасть ко мне на прием, оно уже не просто не маленькое, оно глобальное. Поэтому в нашей системе работает ряд наших представителей, которые без меня проводят диагностику. Также у нас есть великолепный сайт. Согласно этому семинару вы можете выбрать на своем сайте, на нашем сайте tfd.com.ua ряд препаратов для лечения заболеваний. А обращаться ко мне, там, Андрей Андреевич, обращайтесь на этих бесплатных вебинарах. По вопросе о глаукоме неоперированной. Помните, я говорил на прошлом вебинаре, лечить глаукому неоперабельную можно нашими препаратами. Есть препарат, называется антиглаукома. Как он правильно называется? Здоровое зрение. Антиглаукома. Также есть капли, которые называются уджала. Их нужно закапывать на ночь перед самым сном по одной капельке в каждый глаз. Также я очень рекомендую, по прошлому вебинару я говорил, нужно принимать березовый деготь на ночь. По одной капле березового дегтя на 1 столовую ложку воды, каждый день молока, каждый день увеличивая дозу до 10 капель, и после этого каждый день уменьшая. Обычно для того, чтобы вылечить тяжелые случаи глаукомы, человеку необходимо использовать прием в виде горки березового дегтя до 90 дней, то есть 3 месяца. Без перерывов человек принимает. Гадко, невкусно, тем не менее очень эффективно. Березовый деготь сейчас очень часто продают не в жидкости, а в порошке. В аптеке эти. В жидкости. Да, капли.
Вот лучше покупать жидкости. Если в порошке, то разводится так. 1 грамм на 2 столовые ложки столового спирта. Фиброз печени 4 степени после лечения гепатита С. Что посоветуете? Фиброз печени посоветую лечить препаратом, который называется у нас Тантал. Также у нас есть препарат, который называется КФС, корректор функциональных состояний. Единица 2 ступени, если человек подсел на капли от насморка, поможет препарат носе от этой зависимости? Да. Просто исчезает насморк, вот потом годами его не ощущают. Скажите, говорят, что во время варки мяса не нужно убирать накипь, как мы привыкли, что пенка обладает пищевой ценностью. Нет, это обман. Пенка – это обычно бактерии, которые, да, это бактерии, стафилококки или стрептококки, их всегда нужно убирать, они не нужны. Со следующей недели у нас выходит ряд препаратов. Этот ряд препаратов будет звучать так. Препараты на основе коллагена, лечащие суставы. Препараты на основе коллагена для сосудов шеи. Препараты на основе коллагена для сосудов головы. Это будут у нас коллаген-шиповник, коллаген-расторопша. Будет у нас коллаген рыбий жир коэнзимом Q10. Дальше коллаген тунцовый жир, коллаген барсучий жир, коллаген кошачий жир. Там, и так далее. То есть вот такие вот препараты на следующей неделе вы уже сможете принимать. Они все имеют красивую круглую форму в виде прозрачных шариков, сделанные из пищевого коллагена, в середине с находящимся действующим веществом. Противоартритные, восстановление хрящевой ткани, восстановление гуморально, надо по-русски говорить, восстановление деятельности коры головного мозга, лечение заболеваний гипертонии и так далее. Очень полезно, очень эффективно и быстро очень действует. Причем эффект... А на чем? Коллаген восстанавливает человеку хрящевые ткани практически для всех людей, которые старше 70-80 лет. Стал вопрос просто, в чем продавать жир, содержащие полезные вещества. Вы знаете, что очень много людей, которые живут на севере, не болеют онкологией груди, раз, не болеют онкологией кишечника, два, и совершенно не болеют старением. Очень многие люди, смотришь на вот такую женщину, ей может быть там 80-90 лет, а визуально она может выглядеть там до 40. Это люди севера, хотя у них солнца нет, хорошего питания нет, присутствует алкоголь и так далее. Знаете, и кажется, как они вот в такой среде замороженные умудряются и выглядеть хорошо, и жить дольше. Ну, нет, наверное, нервных стрессов, ну, как знать, может и есть. Не моются, да. Тем не менее, можно сказать, что они достаточно хорошо выглядят. Леся, ты на севере полжизни прожила, а они 15 лет, как они вообще выглядят хорошо, а есть долгожители? Ну, вообще, у Чукчей, на коренного населения нет долгожителей. А у Чукчей нет. Если посмотреть на жителей, которые живут в Норвегии, Финляндии, дальше на Дальнем Севере, то обычно это жители-долгожители. Также в Японии те жители, которые живут, или долгожители, которые живут в Японии, они в основном живут возле горы Фиджи, также находятся в климате, который склонен к холодному климату больше, чем к теплому климату. Таким образом, можно сказать, что долгожители – это все-таки люди, живущие в холоде. Когда человек живет в холоде, то человек отдает свое предпочтение питательным веществам, в которых находится большее количество жира, потому что жир создает процесс движения желчи в организме, а желчь, выходя в пищеварительный тракт, подогревает наш организм. Таким образом, можно сказать, что в рацион питания входит большое количество жиров, и их больше, чем у жителей, которые находятся там, в южных регионах. Таким образом, можно сказать, что люди, которые отдают предпочтение пище, в которой больше жиров, они менее иммуноподвержены, а также более активно их иммунная деятельность справляется с этим, а также и живут дольше и менее болеют. Таким образом, стал вопрос, как же дать человеку вот эти жирсодержащие компоненты. Не хотелось их смешивать просто с каолином или там какими-либо
капсульными смесями, и мы решили сделать это в виде вот таких круглых шариков, да, коллагенов. Таким образом, человек будет принимать и тунцовый жир, и рыбий жир, там еще какие-то концентраты с витаминами А, витаминами Е и так далее. Очень интересно, я считаю, вообще, ну, не каждая компания может похвастаться данными препаратами. У нас они со следующей недели. Они у нас уже есть. Может быть, в пятницу я уже сделаю презентацию данных препаратов. А вы можете сделать презентацию, или это не сейчас, от этого планшета? А его нет еще. Или есть уже? Он есть один, планшет только. Ну, уже есть. Образец уже есть. Все, есть планшет, презентация будет. Итак, мы сейчас выпустили планшет. Человек берет, как там он работает? Палец ставит, да? 2 пальца. Человек ставит 2 пальца на планшет вот таким образом. Есть этот планшет. Давай я сейчас проведу презентацию. Ага. Нужно открыть программу. Ой, какой красивая она. Нет, нельзя. А я дома обычно так делаю. Все решили, что я с ума Ну, сошел. программа, она... Невозможно сойти с ума, если человек безумен в самом начале. Сканировать, как Коркина Алюся. Да, Какой он? Кокорина. Смотрите, у нас есть вот такой вот планшет. Вот сейчас я открою видео, чтобы себя видеть. Все, куда показывает. Сейчас, одну секунду. У нас есть вот такой планшет, здесь программа. Человек ставит 2 пальчика. Нужно нажать сканировать, и появится два... Нужно нажать сканировать. Сейчас. Нужно нажать сканировать. И, два И появляется 2 пальчика. Какие ставят? зеленые. Ставит любые пальчики на зеленые вот эти штучки. Происходит сканирование. Вот так, видите? Происходит сканирование. И сейчас, когда произойдет сканирование вот этих 2 пальцев, выпадут заболеваниями, к которым я как бы склонен, да, подвержен. И после этого сразу же будет написано те препараты, которыми я должен... Ой, я убрал. Давайте еще раз. Я сейчас посмотрю, чем я болею сразу. Таким образом, у нас появился сканер. И рядом со мной техника не работает. Это же естественно. Элегантные шорты превращаются легким движением. Там предварительно нужно Ага. ввести еще данные, имя, фамилию, группу крови. Ага, все. Давайте еще раз попробуем. Все, пусть оно загружается. Значит, данный сканер – это сканер функционального состояния человека. Результаты скрининга. Вот сейчас я посмотрю, какие тут результаты скрининга. И здесь есть результаты отчета сразу. Я читаю сейчас. Да, человек может посмотреть, чем он болеет, сразу же выпадают заболевания, которыми я болею, я не хочу их читать вслух, стыдно. Сразу же появляется ряд заболеваний, и сразу же, что нужно использовать в виде лечения нашими препаратами. Данный сканер, вот такой вот, можно купить в нашей компании. Он целиком настроен на то, чтобы сканировать заболевания человека и сразу же выбирать те заболевания, которые или те препараты, которые он рекомендует. Данный сканер будет у нас стоить не менее $1000. Не менее. Он этого стоит, серьезно, очень удобная система. Вы таким образом можете продиагностировать своих близких, а также можете продиагностировать. Я точную цену укажу на сайте, и мы разместим эту информацию на сайте. У нас очень дорогой планшет здесь используется, Samsung. Также программа, которая здесь находится, это программа разработана специально для нашей компании. И сканирует оно обычно достаточно эффективно. Это скан, который позволит вам открыть мини-комплексную, наверное, больницу, да, или можно сказать мини-комплексное обслуживание пациентов. Вы можете брать такой сканер, а также брать продукцию или покупать продукцию и заниматься вот таким вот комплексным сканированием. Ну, это я вижу так, можно приехать в деревню, просканировать людей, назначить им препараты, рассказать им об их заболеваниях и после этого заработать на этом деньги. Таким образом,
Не нужно уже заниматься самообразованием, самообучением, достаточно вам приобрести вот данный сканер и пользоваться этим сканером. В этом сканере полностью отсутствует система дополнительного влияния, то есть он не лечит заболевание, это просто диагностическая система, которая определенным образом диагностирует человека. Можно ли сказать о правильности диагностики? Правильно диагностирует. Хорошо получается. Все зависит от того, насколько дорогой сенсорный планшет покупается. Если очень хороший, то хорошо сканирует. Если плохой, то нехорошо. Мы используем хороший, там есть к ним параметры. Если тебе диагностировали вчера, Да. какие препараты нужны? Я написала, Там что- только эти препараты. Да, там только препараты компании тебе. А работать потом как с планшетом можно ли этим искать? Но мы не рекомендуем. Просто Да, чисто это вот просто рабочий планшет, который целиком только для сканирования и все. Также там есть возможность отправлять человеку сразу же на его электронную почту, также сохранять в базу данных, которая устанавливается дистанционно, ввести аналитику тех людей, которых вы принимаете. Как он работает, скорее всего, это связано с электрической и тепловой системой снятия информации, снимает коэффициенты функционального состояния организма. Это сделать несложно. Реально очень эффективно работает, можно все это смотреть. Мы, естественно, дадим по нему еще видеодиск, который будет объяснять, как работать с ним, анализировать данные, а также как назначать. Там все буквально просто. Подержали, оно все посчитало, тут же выписало те препараты, которые нужно принимать. Из этих препаратов вы сразу же объяснили, что вы вообще собираетесь лечить, чем болен человек. И всё. Расскажите, пожалуйста, сыну 4 года, аденоиды 3 степени, тугоухость, какими препаратами помочь? Ну вот, я же сказал, препарат Насия, есть препарат такой, антиангин. Болело горло утром. Когда утром проснулся, выпил 2 таблетки утром и 2 таблетки вечером. Все, утром сегодня горло не болит. Таким образом, можно сказать, что препарат антиангин мне помог. Для того, чтобы у человека не было тугоухость, ну вот препарат Насия, мазь вместе с антиангином и здоровый слух помогут вам в этом. У сына под левой лопаткой появилось большое пигментное пятно с волосяным покровом. Что это и нужно ли что-то принимать? Ученица 1 ступени. Вы представляете, я скажу что-то, что не очень приятно будет звучать. Когда появляется вот такое пятно, это говорит о влиянии энергетическом, скорее всего, женского проявления. Вы представляете, вот именно волосяные пятна, да, это кто-то, говорят в Украине, поробив. Можно ли чем-то убрать? Можно. Нужно провести обряд и выяснить, что это такое, и после этого убрать. Можно ли убрать само пятно? Можно, это очень несложно, но убирать нужно столько же времени, сколько ставилось. Поэтому если ставили на протяжении месяца или месяца и 10 дней, то вот и нужно убирать, вот там мазать там, месяц и 10 дней, полгода или год. Вы представляете, есть такая, у меня была такая встреча, я, конечно, к этому всегда относился с улыбкой, но у меня была женщина такая, которая рассказала о том, что она привораживала мужчину 11 лет. 11 лет. Она жила с ним, да, и каждую неделю боялась, что очень ревнивая, и боялась, что он уйдет, и ворожила ему 11 лет. И там все вообще виды ворожбы, которые может быть, все к нему были... Все нормально, болеет сейчас очень сильно. Сахарный диабет, начал выпивать, начал плохо чувствовать. Я говорю, сколько вы по времени вообще делали и что делали? Он говорит, я что только не делала с ним. И говорит, такого делала, и медом смазывала, и в лапки писала, и там что-то. И говорит, там, он, конечно, вообще в зомби превратился. Но говорит, что сейчас очень выпивает, из дома уходит, домой приходить не хочет, у него депрессии начались. Андрей Андреевич, как это убрать? А сколько ставили? Она говорит, дочь только еще не родилась, я уже делала год. А сейчас дочери 10 лет. Я говорю, так вы 11 лет делали, да. 11 лет надо снимать. Березовый деготь горка помогает от герпеса? Нет. Березовый деготь от герпеса не помогает. Он помогает убрать
бляшки, которые формируются на артериях шейных отделов, в артериях шеи, в артериях глаз и артериях головы. В случае, если есть какие-либо бляшки, белковые бляшки, новообразования, какие-то, я не знаю, как это назвать, чвертикулы. Синдром Рейно. Вы знаете, сейчас, когда началась зима, синдромом Рейно болеет огромное количество людей. Можно ли лечить синдром Рейно? У нас есть такой препарат, называется Поркус. Его нужно принимать по 2 таблетки 2 раза в день. Очень хорошо работает. Есть, сейчас скажу. Дальше, заболевание Крона, аналогичным препаратом Поркус. Как лучше бороться с молочницей? У нас есть препарат такой, который называется Суроктан. Суроктан. По 1 чайной ложке 2 раза в день, утром и вечером. Молочница уходит сама по себе. Также могу посоветовать при молочнице принимать каолин, а также делать микровагинальную микроклизму с каолином. Таким образом делаются, принимать каолин 1 столовая ложка на стакан воды 1 раз в день, а микроклизмы делать 1 чайная ложка на стакан воды, вода теплая. При фиброзе поджелудочной железы можно принимать кафе с апирабином панкресорб или что-то одно? Можно. И тантал вам тоже можно, Лариса Петровна. Когда температура тела 35 до 36 градусов, очень быстро устаю. Как это можно исправить? Если у человека очень низкая температура, то человек должен принимать горячие ванны. Особенно в утренние часы. Вообще, запомните, если вы когда-то захотите закаляться, то вам нужно закаляться вечером. Если у человека плохой сон, то тогда он должен принять холодный душ на ночь. И тогда вы заснете 100%. Если вы покупаетесь под горячим душем, у вас плохой сон, то вы вообще спать не сможете, будете крутиться потом. Вы должны понять, что на ночь любое тепло, оно возможно только если тело лежит перпендикулярно Земле, параллельно Земле. Таким образом, если вы прогреетесь на ночь и ляжете, то после этого спать не сможете. А вот если вы примете холодный душ, бодрящий на ночь, то буквально через 2-3 часа у вас появится жуткое желание спать, и вы 100% заснете. А вот если вы утром примете холодный душ, то целый день работать не сможете и будете целый день бороться со сном. Да, будет вам хотеться спать целый день. Таким образом, если у вас холодная температура или у вас низкая температура тела, если у вас низкая температура тела, то вам необходимо принимать горячие водные процедуры в утренние часы. Как это принимать? Можно сидя, нужно принимать такие ванны. Вообще, в случае, если вы замерзаете постоянно, если у вас очень низкая температура, вам нужно увеличивать отток желчи, а также принимать жиры и горькие растения. Из наших препаратов Суроктан по 1 чайной ложке 2 раза в день, КФС по 1 таблетке 2 раза в день. Люди сейчас, как правило, болеют на фоне психических истощений, как раз болеют вот такими вот заболеваниями внутреннего холода. У них в душе холодно, в животе холодно. Это создает процессы депрессивных стрессов, панических атак, нервных состояний. На какой подушке вы рекомендуете спать? Особенно тем, у кого бывают боли в позвоночнике. Подскажите, пожалуйста. Я не рекомендую спать ни на какой подушке. Спите на любой подушке, это не важно. Я могу вам сказать вот что. В случае, если человек спит на твердом, то тогда у него будет ухудшаться заболевание позвоночника. Запомните, человек не должен спать на твердой поверхности. Если вы будете спать на твердой поверхности, то у вас происходит формирование пролежней, а также формирование тромбозов тканей, и это ухудшит состояние вашего позвоночника. Не напрасно человек должен спать на пуховых перинах, он должен спать на мягком спится лучше, у человека высыпается лучше, потому что мягкая пуховая перина, она повторяет все абсолютно изгибы нашего тела. Но этого уже не бывает, пуховых перин уже нигде купить нельзя. Спим мы все практически на пружинах, знаете. Тем не менее, если у вас есть возможность такая, есть такие компании, которые продают
одеяла такие, которые из перьев. Вот эти одеяла из перьев, их нужно положить на матрас, сверху покрыть простыней и спать так, чтобы сверху на матрасе лежало пуховое одеяло. Тогда спать лучше, тогда высыпаешься на дольше, ночью не замерзаешь, и лечится такое заболевание, как гипертоническая болезнь сосудов. Все наоборот. Все наоборот у них, потому что те люди, которые создавали эту рекламу, где они ее взяли, скажите? Дедушки, бабушки наши спали на перинах и жили без колен. Наши бабушки и дедушки спали на перинах и сколиозом не болели. А мы наслушались непонятно кого, положили наших детей, ни в чем не виновных, маленьких ангелов на доски, и они выросли горбатыми, кривыми и хромающими. И теперь болеют спиной, да, или болеют позвоночником. Ну, естественно, это не совсем хорошо, человек должен спать на мягком. Маленькому ребенку тоже надо большую подушку. Ну, а я разве сказал большую подушку? Можно маленькому. У нашей Ани, она маленький ребенок, ну, маленькая подушечка. Дело в том, что человеку необходима подушка, так как в случае, если человек спит без подушки, то если он спит на боку, то у него происходит максимальный излом шейного диска и может произойти в дальнейшем пережатие сонной артерии. Поэтому человеку... А на валике уменьшается возможность переворачивания, а человек должен во сне переворачиваться. Если вы на валике будете спать, то вы, скорее всего, ночью не будете переворачиваться. А еще, если вы ночью храпите, то перед сном грейте свои ноги. Таким образом, прогрев их горячим душем от колена и до стопы, вы ночью храпеть не будете. Так, может быть, детям все-таки на подушке нужно спать? Конечно, я считаю, лучше. Заложен ногу, потому что он без подушки спит. Конечно, это может быть из-за того, что он спит без подушки. Дети должны спать с подушкой. Просто подушки должны быть такими, чтобы они не выгибали голову. Знаете, это плоская подушка, 7 сантиметров максимальная ее толщина. Обычно это поролон обыкновенный. Подушка должна быть мягкая, голова должна продавливать ее немножко. А если подушка очень такая вздутая, вы на нее ложитесь и аж тонете, то такая подушка не подходит. Она создает искривление позвоночника, декомпрессию сосудов в ночное время. Она должна быть плоская. Поролоновые или пушистые есть подушки, они плоские, вот такие, как длинненькие. Андрей Андреевич, можно или полезно есть сырую свеклу и сырую морковь? Полезно и хорошо кушать сырую свеклу, сырую морковь. Все связано с бета-каротином, который есть в сырой моркови, и маслом свеклы, которое есть в свекле. В случае, если у человека есть заболевание печени и жировая дисплазия печени, то сырую морковку кушать не стоит, потому что сырая морковка приводит к ухудшению состояния печени, и жировое перерождение может быть более активным. Если у вас есть целлюлит, не ешьте сырую морковку, целлюлит будет увеличен. У меня образование в корне языка, обследование полное прошли, врачи разводят руками, ничего не поймут, что это. Что мне делать? Я стала плохо говорить, глотать. Я ваш ученик, спасибо. Есть очень хорошее средство с алоэ. Если есть, нужно взять кусочек алоэ или кусочек каланхоя и каждый день рассасывать. Также, если у вас есть новообразование в корне языка, то лечится это путем полоскания 3-4 раза в день полости рта обыкновенным подсолнечным нерафинированным маслом. Утром, в обед и вечером надо полоскать вот так вот язык. Лезть туда, к этому корню не стоит. Также очень хорошо применять мой препарат, который называется НАСьЯ. Препарат лечит все заболевания носоглотки, а язык относится к заболеваниям носоглотки. Ухо, горло, нос. Поэтому, если у вас есть заболевание носоглотки, где мазать? Темечко, носик, лобик, как я и сказал. Какими препаратами вылечить ребенку аллергию? В нашей компании есть препарат, называется аллергонорм. Очень рекомендую. Есть чай аллергонорм, есть препарат. Очень нравится. Как вылечить спаечный процесс органов малого таза? Вылечить несложно. Можно делать баночный массаж забрюшинной плоскости, а также можно делать муковисцеральный массаж, но это, наверное, все сложно. А народный способ – это прикладывание марли, предварительно смоченной в уксусе.
готовится такой раствор? Берется 9% уксус, разводится с водой 4-5 столовых ложек на стакан воды. После этого вмокается салфетка и накладывается на животик сверху. Так и убирается спаечный процесс органов малого таза. Сыну всего 18 лет, пятно появилось. Можно связаться по скайпу, он сейчас учится в Питере, в Башкирии. Посоветуйте кого-то в Башкирии, никого не посоветую. Можно связаться со мной по скайпу, я не знаю, когда буду принимать. У меня сейчас Новый год, и я занимаюсь целиком производственными вопросами. Чем можно помочь при сильном потоотделении? В нашей компании есть препарат гипергидрозин. Данный препарат проверен на 100%, убирает самые тяжелейшие элементы вспотевания. Рекомендую использовать, хорошо работает. Работает так, что вылечивает и дальше это не появляется, то есть перестаем потеть. У нас был ряд людей, особенно молодых девушек, у которых были такие тяжелые проблемы, как раз связанные с большим, просто тяжелейшим потоотделением. Вообще, если у человека есть потоотделение, у мужчины или женщины, то нужно обязательно проверить молочные железы. А также гормон, который называется пролактин, и мужчинам, и женщинам. Если женщина и мужчина очень вспотевают, то тогда нужно проверять щитовидную железу и грудные железы. Это очень правильно. Отмирание слухового нерва чем можно полечить? Начните с насии, начните с вот этого препарата, смазывайте. Сначала пусть все бактерии носоглотки и уха, пускай они все повыходят. Это один из самых лучших препаратов, он действительно очень хорошо работает. В нашей семье уже двое умерли от одного и того же вида онкологии. В одном возрасте, сказали, имеется родовая травма. Никто не берется убирать. Возможно ли это убрать на морском курсе? Очень надеемся. Да, возможно. Я это делаю. Ребенку 7,5 лет не говорит, что вы порекомендовали, что делать. Если 7,5 лет и ребенок не говорит, то это связано с отсутствием у него формирования концентрации. Формирование концентрации – это процесс многоступенчатый. В свое время я написал даже книгу, которая называется «Основы мнемоники», а саму систему лечения данного заболевания назвал системой аутизм-фри. Также я рассмотрел вопрос, который называется аутизм, и рассмотрел его с позиции формирования сначала синаптических связей, а в дальнейшем идеологических синаптических связей, и только после этого речевых сигналов. Таким образом, у меня сформировалась идеология и идея, каким образом можно лечить вот такие заболевания. И я начал успешно лечить детей, у которых есть заболевание аутизм-фри, и даже выступил со своей книгой или своей брошюрой на медицинской конференции, которая была сначала в городе Киеве, после чего был жутко осмеян и невероятно растоптан врачами, которые там начали писать в журналах о том, что мне нужно взять барабан и бубен, еще и танцевать вокруг людей. Но спустя годы я могу сказать, они смеялись и никого не вылечили, а я не смеялся и вылечил сотню детей, которые после этого перестали болеть аутизмом и сейчас ведут вполне нормальный здоровый образ жизни. Что вам могу сказать? Аутизм лечится, я четко понимаю, каким образом это все происходит, могу объяснить. Но это в корне концептуально отличается от того видения, которое существует на сегодняшний день. Почему? Потому что объяснение этому звучит так. Если это бы не отличалось, то оно бы не лечило. А из-за того, что оно отличается, оно поэтому и лечит. Но поверьте, оно отличается так, что противоречит всем канонам восприятия психологов и психиатров по лечению данного заболевания. Это вообще не так, как принято считать. Почему? Дело в том, что, во-первых, что не понравилось. Я сказал, что дети аутисты – это дети, которые похожи на животных. Это очень-очень не понравилось людям, потому что считают, что это все процесс психологический, а я начал говорить о том, что это целиком физиологический, нейробиологический процесс. Таким образом, я начал говорить о том, что если мы не запустим процесс нейробиологии мозга, если не будем увеличивать последовательно перегрузку нейробиологическую, то дети вырабатывают лишь адаптацию к формированию рефлексов. И все вот эти процессы, когда они говорят безосознанно и еще что-то, они связаны с тем, что не формируется визуальный образ, и они это повторяют целиком на уровне рефлексов. Таким образом, это вызвало огромное количество просто
нападений со стороны профессиональных врачей, которые считают это заболевание целиком психологического характера, а детей чем-то уникальным. Я считаю, что эти дети не уникальны. Извините, что я буду говорить, отчасти недоразвитые. Я считаю, что и в этом им помочь можно, и можно помочь при помощи моих препаратов. И такие дети, которые принимают, или такие родители, которые как бы внимают тем рекомендациям, которые я советую, то они вылечивают своих детей. Проверено. Есть ряд детей, вот у меня самое интересное, это Вероника из города Киева, до 12 лет болеющая аутизмом, четко поставленный диагноз, принимала ряд препаратов, также родители каждый день с ней работали по той системе, которую я им дал. И после этого Вероника начала вышивать сама, одеваться, начала разговаривать, закончила вполне, учится хорошо в школе. Прогресс был на протяжении 1 года. То есть то, что ребенку ставили, и до этого ставили шизофрению, ставили аутизм, она не разговаривала, сама обувать обувь не могла, одеваться она не могла, ходила в памперсе, обслуживание отсутствовало, не произносила ни одного слова. На сегодняшний вес был 200 килограмм у ребенка. На сегодняшний день вес нормализовался, ребенок полноценный член общества. Она разговаривает, говорит о том, что она... Это звучит как фантастика, знаете. Естественно, у меня вот таких пациентов их очень много, знаете, много, серьезно. Но ни одного из этих людей я никому не дам. То есть не будет такого, что дайте мне этих людей, и мы хотим с ними пообщаться. Нет. Почему? Для меня является правилом не давать тех людей, которым я помогаю, не давать. Я их давать никому не буду, ни один телефон я никому не дам. И почему? Возможно, это создаст предпосылки компромата по отношению к этим людям. Возможно, знаете, люди еще мнительные, поэтому если кто-то выздоравливает, то стараются промолчать больше, чем кому-либо протрубить об этом, понимаете? Естественно, есть разные люди, вылечившие онкологические заболевания, вылечившие заболевания психиатрические, вылечившие заболевания еще какие-то, знаете, и при этом есть такие люди, которые лечили психиатрию, при этом принимали препараты исключительно для поджелудочной железы и печени. И от давления еще. Естественно, это все вызывает где-то улыбку, знаете, тем не менее, разные бывают варианты, пробуйте. У одних получается, у других не получается, а у кого не получается, возможно, неправильно выбрали, недолго принимали, там, не создали правильные условия и так далее. Не нужно все сводить к бактериям и глистам, все не так банально, понимаете. Тем не менее, никто не понимает самой идеи аутизма. Я об этом говорю, и мне не верят, зря. А вы знаете, я вчера читал статью, и они о том, что я сказал, вот в моей книжке в самом начале я описываю саму структуру. Эта структура, она состоит из 7 ключевых понятий. И вот сейчас я читал вчера буквально в Фейсбуке статью по физиологии аутизма знаменитого американского исследователя. И вот они только сейчас, а это уже спустя 6 лет, как я напечатал эту книгу, спустя 6 лет пришли только к первой идее, которую я написал. А их у меня там было 7. То есть до того момента, пока они припрут к 7 идеям, знаете, пройдет еще 20 лет, а лечить их можно сегодня. Вы понимаете, это можно было бы делать уже сегодня. Это как с этим это как с этой гомеопатической глюкозой. Я о ней говорил еще 5-6 лет назад. Я говорю, что все заболевания, связанные с сахарным диабетом, так или иначе связаны с формированием этого инсулина из глюкозы. Глюкозы не хватает для того, чтобы инсулин формировался. Но островки должны иметь гомеопатическую глюкозу. Она должна быть той потенции, которая необходима для формирования. Сначала вот такую гомеопатическую, а потом уже крупную глюкозу может переваривать. А если мы глюкозу убираем, то не будет никакого инсулина вообще. А что мы убираем у человека? Из рациона питания глюкозу не даем, даем ему инсулин. Что будет происходить? Неизлечение. А когда я начал говорить, что нужно лечить сахарный диабет путем введения глюкозы, мультиглюкозы гомеопатической, то знаете, сколько было гомерических нападок? Знаете, я в интернете просто замучился убирать это все, понимаете? Но я всегда повторяю эти слова.
Ну вот зато у меня получается вылечить, вы представляете? А у тех, кто лечит профессионально и пишет, что дыко какашка, а у них не получается. Ну тогда скажите, кто же прав тогда? Все-таки я прав, когда я лечу? Или все-таки те люди, которые говорят, что я делаю неправильно? Ну так это же анализ обыкновенный. Если то, что ты делаешь, не помогает людям, значит, что ты делаешь, работает неверно. Значит, надо как-то пересматривать концепции. Нет, как деревяшки, Это знаете. надо пересматривать. Так это ж надо пересматривать. Работать в зоне комфорта. Андрей Андреевич, ребенок сосет палец. Как вы говорите, мажем зеленкой, ей все равно сосет. Что еще можно сделать? Я тоже буду сосать. Я могу рассказать, что нужно сделать. Нужно на протяжении дня несколько раз взять, когда ребенок спит, и не очень сильно смотать лейкопластырем второй, раз, два, третий и четвертый палец. Вот так. Вот так смотать третий, четвертый палец на одной руке и третий, четвертый палец на другой руке. Лейкопластырь прозрачный взять. Палец перестанет сосать. Так она сосет такой. Вот неважно. А мы не ставим. Перемотайте, она не будет сосать. Вот проверено. Каждое утро. Я могу объяснить, но это долго. Каждое утро полчаса после подъема у меня в глазах липкие слезы. А вечером перед сном края глаз чешутся. От чего это и что делать? Есть мазь такая, называется левомицетиновые капли для глаз. 3%. В аптеке. Левомицетиновые капли для глаз. Липкие слезы – это, скорее всего, клещ века. То есть там под веком находится клещ. Ну, я не знаю, может быть, конъюнктивит, там, я не знаю, глифовит. Перематывать пальчик ребенку нужно третий и четвертый в тот момент, когда он спит. Не сильно тяжело, то есть не сильно, оно должно вот так быть. Как это устроено? Ребенок будет сосать и не захочет это делать, потому что это будет ему мешать. Вот он меняет свое сосредоточение, начинает его там сгрызать, там еще что-то делать. На вечер можете отматывать или разрезать, и пускай сосет. Если делаете так неделю, то рефлекс сосания будет убран на рефлекс снятия. После этого забывается, рефлекс исчезает, и после этого его это не беспокоит. Периодически возникает шум в ушах, как будто слышу толчкообразное движение крови в сосудах. Каждый раз, когда появляется шум в ушах и слышите толчкообразный шум, то этот толчкообразный шум целиком говорит о том, что у человека появляется гипертензия сосудов. А это говорит о том, что, скорее всего, поднимается давление сосудистое. Можно ли чем-то убирать давление сосудистое? Нужно обязательно делать исследование гипертонического заболевания сердца, проверять на тахометре и проверять все-таки тонометре, да, проверять на тонометре все-таки давление и смотреть, какое оно у вас. В случае, если давление нижнее высокое, то принимать один препарат. Допустим, если давление нижнее 110, я рекомендую препарат с мочегонным эффектом. Если верхнее давление высокое, то можно без мочегонного эффекта. Какие из препаратов в магазинах я могу посоветовать? Если у вас, самые простые, если повышается верхнее давление, то такие простые, как бисопролол можно, митопролол. А в случае, если нижнее давление поднимается, очень хороший препарат современный, это препараты НАП-H. Почему и НАП-H? H это еще и с диурейным эффектом, то есть мочевыводящий. НАП-H. Можно вашими препаратами убрать межпозвонковую грыжу поясничного отдела и головные боли на фоне изменения погоды, эмоционального стресса, если долго не принимать пищу, благодарю. То, что вы описали, называется мигрофит. Принимайте мигрофит, магнумцит, а также вертебралис для позвоночника. На прошлом вебинаре, помните, я рассказывал о том, что руку укусить невозможно, если она эластичная. Точно так же и с нашей спинномозговой тканью. Ее невозможно ущемить в случае, если она эластичная. Эластичность спинномозговой ткани появляется в случае, если человек принимает препарат вертебралис. Когда читаю заклинания, зеваю до слез. Да, это нормально. У нас есть женщина, которая начала читать заклинания по убиранию, мои заклинания, которые она, я так понял, взяла в семинаре заклинания Андрея Дрико,
и начала читать заклинания по убиранию всех видов онкологических заболеваний. И представляете, она говорит, обычная моя температура, это температура 35,5. Когда я читаю заклинания, я начинаю зевать, у меня идут слезы, из носа несколько раз текла кровь, а также говорит, во время заклинания я потею, у меня поднимается температура до 40 градусов. Также во всем теле происходит пульсация, ощущение такое, как будто все кости начинают гореть огнем, как кишечник, как на сковороде пожарен. И говорит, после этого от всего тела воняет чесноком и гарью. Говорит, это правильно? Ну, наверное, правильно. Что вам сказать? Да. Посмотрим, да. Раз такие энергетические процессы в обыкновенной жизни ведь этого не проходит. Также есть женщина, которая говорила о том, что дышала кодами Дуйко по убиранию грибка на ногтях, и они у нее за 5 или сколько там, 6 дней полностью ушли. И говорит, что это было поразительно, как обыкновенное дыхание, которое я дал на своем семинаре коды Дуйко, который платный, его можно приобрести, могут убрать там заболевания груди, заболевания щитовидки, заболевания еще какие-то. Но для этого нужно трудиться, понимаете? Огромное количество есть. Их просто очень много. И это не зависит от того, человек верит или не верит. И люди вылечили и глаза, и вылечили кишечники. Это то, чем мы будем заниматься на морском курсе. Когда вы приедете на морской курс, то я буду работать с вашими энергетическими телами, физическими телами, телопричинными телами, там, и буду работать, и вы будете вместе со мной определенным образом дышать, использовать методы чтения заклинаний и так далее. Независимо от вашего вероисповедания или формы вашего там, восприятия мира, это все работает независимо от нас. Могу сказать, что это уникально. Чем можно уменьшить аппетит и сократить желудок? Сколько будет существовать жизнь на Земле, столько женщина будет хотеть быть худой. Я считаю, что сократить желудок... У меня была даже такая ситуация, молоденькая девочка такая, у которой была ярко выраженная дистрофия, на отдыхе стояла перед зеркалом, страшно это было видеть, в трусах, и, поворачиваясь, говорила, ну что, куда же убрать этот целлюлит? После этого она делала вот так вот рукой. То есть, если ребенок там в 5-6 лет видит уже у себя целлюлит, ну что ж вам сказать, тогда это врожденная какая-то особенность. Здесь нужно четко понимать, если вы худеете, это ухудшает ваше здоровье, то тогда не надо такой красоты, потому что умрете красивым. Худеть нужно разумно. Когда человек худеет, то он, скорее всего, употребляет большое количество белков. Также более активные люди обычно выглядят эмоциональные, более активные, более эмоциональные, более быстрые, возможно, более подвижные люди, они выглядят всегда худее. Правильно, да? А люди, которые очень серьезные, где-то, возможно, очень сосредоточенные на том, что о них думают, желающие показаться всему миру важными людьми, наверное, выглядят всегда побольше. Вы знаете, что петушок кушает меньше, а выглядит побольше. Почему? Потому что он важный. Поэтому убирайте важность, будете худыми людьми. Сколько длится? У меня есть семинар, называется «Эзотерика для похудения». Очень рекомендую. Есть девочка Баева, да? Есть девочка Баева, Вика. Она за сколько там? 3-4 месяца похудела. 2 месяца. За 2 месяца? На 20? За 2 месяца на 20 килограммов, используя только эзотерику. Вот это я понимаю. Сколько длится курс лечения от спайк? Прикладывать уксусную салфетку на низ живота. Обычно длится не менее месяца. Каждый день нужно прикладывать и очень смотреть за тем, чтобы не было ожога. Потому что уксус может создать ожог. Хочу попасть к вам на прием с 25 по 30 декабря. В это время приеду в Киев. Мне надо записаться к вам или просто прийти в определенный день? Я не знаю. Я серьезно говорю. У меня до Нового года привезли новое оборудование на производство. Я сейчас целиком занимаюсь тем, что придумываю новые запахи, потому что хочу поучаствовать, ну, как бы хочу, чтобы наша компания выпустила парфюмы, они очень хорошо получаются. И хотел бы, чтобы наша компания занималась дальше чуть-чуть исследованием. Также мы увеличили производство. Сейчас будем выпускать саше-пакетики, которые при отрывании выдавливаются, и там будет черничная паста, которая сделана из настоящей черники, клюква с медом,
которую можно просто пить или просто выдавливать себе в стаканчик. Также будет Energy Life, к которому вы привыкли, который вам нравится, только уже не в порошке, это будет у нас вот в таком стике продаваться. Также ряд есть идей, которые будут развивать компания. Хотел бы до Нового года это сделать. Плюс 2 дополнительных семинара, которые я сейчас буду выпускать. Это семинар, который пройдет в эту пятницу. Это Sunshine 3 для денег. Sunshine богатство. А? Sunshine богатство. Sunshine богатство. А во сколько? В пятницу? Такой нужно предварительно там хотя бы ступени попроходить. То есть до Sunshine еще не нужно пройти. Также будет у нас семинар 10-долларовый, который я приведу на следующую пятницу. Он будет называться у нас «Программирование 2017 года». А также на Новый год у нас будет поздравление Андрея Андреевича Дуйко, народа Кайлас, с праздником Новый год, где вы сможете в 12 часов включить вместо лысых и волосатых мужчин меня лысого и послушать мои поздравления народа Кайлас с Новым годом. Да. Я буду сидеть со своими детьми рядом со своей красивой елкой, и в это же время я объявлю победителя, участника конкурса, который назывался «Оставь свое видео сообщение о том, как прошел первую ступень школы Кайлас», и награжу этого человека 1000 условных единиц. Это у нас условия конкурса. Таким образом, могу сказать, что, наверное, это будет интереснее. А в случае, если вы хотите все-таки прикоснуться к здоровью, где-то магии, как-то попробовать себя или попытаться себя изменить, то едьте ко мне на морские курсы. Сразу же хочу вам сказать, не нужно бояться границ. Хоть в России говорят, что сейчас доехать до Египта невозможно, все возможно. Можно лететь в Стамбул, из Стамбула лететь в Египет, все разрешено. Или лететь там на Алма-Ату, с Алма-Аты лететь в Египет, все разрешено. Расскажите о этих морских курсах по чуть-чуть. Морские курсы будут целиком связаны с лечением энергетической структуры нашего организма. Во время проведения морских курсов я буду проводить специальные дыхательные упражнения, которые на первом этапе будут убирать у вас внутренние зажимы или паттерны. Дальше будут убирать внутренние заболевания. Также это называется внутренние проклятия. Сейчас об этом говорить не буду. Они будут убираться тоже. Проклятия рода, которые идут у вас от родителей, тоже будут убираться. Также вас будут выкупать по определенных энергии в виде определенного обряда от смерти, от табакокурения, от алкоголизма, от того, чтобы дети там совершали ошибки и так далее. А вторая часть этих занятий посвящена увеличению материального благополучия, работы с энергией, связанной там с увеличением доходов в вашем роду и в вашей семье, чтобы у вас все получалось. Данный морской курс будет уже по счету 35-й. 35 морских курсов было с успехом проведено, и количество людей, которые приезжают, их всегда очень много. Могу сказать, что уже сейчас у нас есть морские курсы, их будет 4 проводиться в Египте, уже на 2 полностью мест, поэтому поторопитесь, потому что может оказаться, что в тот момент, когда вы думаете, места уже не будет. Морские курсы не дешевые у нас, тем не менее могу сказать, что вы никогда так не поработаете с собой, если с вами никто не поработает. Поэтому 5 часов, 3 часа утром и 3 часа вечером вы будете работать со мной под моим пристальным руководством вместе со мной. Я дышу, вы дышите. Если вам плохо, то я еще и помогаю. А какое количество времени? 12 дней. И последний вопрос. Андрей Андреевич, что вы посоветуете при дисплазии шейки матки? Дисплазия шейки матки исключительно лечится, если женщина делает следующие вещи. Первое. Перестает худеть. Дисплазия шейки матки – это целиком заболевание худеющих женщин. Если женщина будет дальше продолжать худеть, то ей не миновать того, что дисплазия будет перерождаться. Второе. В случае, если дисплазия все-таки происходит, то нужно заниматься ставить микроклизму вагинально. Как это делать? На ночь ставится микроклизма, 1 стакан воды и по 2 капли аромамасел, нейроли, аниса, жасмина и чайного дерева. Утром делаются микроклизмы на основе водного раствора ромашки. 1 чайная ложка ромашки на стакан воды. Когда остывает, добавляется чайная ложка каолина. Точно так же набирается и утром производится спринцевание.
Если при этом выделение появляется, то тогда нужно ставить вагинально нужно ставить метрогилгель или таблетку метрогила. Также в случае, если есть нарушение месячных, и их нет, или они слишком частые, то есть нарушение овуляции, то тогда нужно пересмотреть все-таки, что же вызывает это нарушение овуляции. В случае, если большое количество, у нас есть препарат «Женское здоровье». В это время, в случае, если овуляция исчезла, попринимать климактерикс, а если овуляция слишком часто, то препарат «Матрикс». Таким образом, если у вас нет ни одного, ни другого, у вас овуляция вовремя, она безболезненная, можно попринимать «Матрикс» и «Женское здоровье» просто так для профилактики. Добрый день, скажите, пожалуйста, умственная отсталость – это навсегда, ребенку 10 лет? У нас есть препарат в нашей компании, называется Мнемонорм. Я вам скажу так, Мнемонорм – это препарат гениальных людей. Данный препарат, вот сначала появилась вот эта идея мнемоники, о том, как зарождаются мнемонтические связи. И я это все старался сформировать по принципу формирования сначала синаптических связей, биохимических каких-то элементов, которые возникали в мозге ребенка, наблюдая длительное время за определенным развитием деток. Слава богу, у меня их хватает. И это сформировало идею просто формирования вообще самой мнемантики, как это возникает. Также мне повезло в жизни, я знаком с очень-очень хорошими людьми, такими, у которых очень гениальная память. Ну, во многом сам владею очень хорошей памятью, могу очень много вспомнить, также неплохо получается запоминать умные вещи, там, знаком там, с химией, физикой, наверное, где-то даже там кибернетикой. Также никогда не жаловался на свою память с самого детства, что позволило мне как-то где-то идентифицировать, почему же одни люди с легкостью изучают там слова или с легкостью изучают, там, запоминают цифры, и почему у других это совершенно не получается. Эти исследования проводились мной достаточно долго, и из этого появилась идея формирования синаптических связей, основанных на определенных биохимических последовательных структур, которые формируют не только синапсы, а еще и синапсы идеологические или, я его назвал идеологическим синапсом. И только после этого подключает уже зрительный образ, ну и достаточно сложная сама идея даже. Из этого вышла идея такая, что нужно последовательно увеличить у человека не состояние запоминания, а состояние доверия к потребляемой информации и состояние скорее, сейчас скажу, состояние доверия к информации раз, и, может быть, желание запомнить эту информацию. Так вот, в этом всем участвовали последовательно состояние концентрации. Вот, состояние концентрации. Таким образом, я попытался сделать препарат, который будет создавать процесс доверия к информации при помощи препарата и процесс концентрации при помощи препарата. Когда вы принимаете данный препарат, то вот что происходит. Ваша память, она развивается так. Вот сейчас вы берете умную книгу и начинаете ее читать. Если ваша память работает плохо, то тогда вы через слово понимаете. То есть начинаете читать и непонятно, непонятно, и вы перечитываете, вновь непонятно перечитываете. То есть ваш ресурс сознания, он перегружен чем-то, и это сознание, оно больше получать информацию уже не хочет и не может. У меня есть препарат такой, Мнемонорм. Вечером садитесь, начинаете принимать препарат, и каждое слово, которое читаете, понятно. Это так интересно. Я могу сказать, что мои дети получают препарат, причем с самого раннего возраста. Могу сказать, что дети достаточно активно воспринимают информацию, очень быстро развиваются. После отмены препарата память не исчезает. То есть вот такого физиологического, можно сказать, состояния отключения тех функциональных наработок, которые были в мозге, вот эти отключения не происходят. Ну, можно сказать, откат. То есть вот такой откат, его не происходит. То есть ты улучшаешь концентрацию, и она никуда не девается. То есть пропил, улучшилась концентрация, пропил, улучшилась. Сразу же хочу сказать вам, что в случае, если у вас очень низкий иммунитет,
и вы начнете принимать препарат Миниманорм, то ваш иммунитет будет снижаться. Снижать. Да? Потому что любое увеличение концентрации – это истощение нервной деятельности, что фактически снижает иммунитет. Поэтому если вы… Есть студенты, которые были бесшабашные, ничего не делали, не переживали, выпивали, и никогда ничем не болели. А есть другой тип людей, которые за все переживают, следят за всей информацией, читают много книжек, и они часто болеют. Таким образом, можно сказать, что в одном случае высокая концентрация приводит к падению иммунитета, а в другом случае отсутствие концентрации приводит к постоянному хорошему здоровью. А бывает так, что ни иммунитета, ни концентрации. Это тоже было. И здесь можно посоветовать и одно, и другое. Для концентрации препарат Миниманорм, для улучшения иммунитета препарат Сурактан, Гемартан, ну и ряд целый. Если человеку холодно, Сурактан. Если у человека есть заболевание еще и костей, суставов, он ощущает вот боли сейчас в зимний период, Гемартан. Людмила Шаповалова. Здравствуйте. Хочу сказать спасибо. У меня лейомиома матки, 7-8 недель с множественными узлами железистый полип. Была чистка в феврале 2016. Наблюдаю, сегодня показатели УЗИ ухудшились, эндометрий с 2 вырос до 6. Узлы с 15 выросли до 40. В ноябре начала принимать Кайлрикс, канцерамидин по ложке. 2 раза в день. Выпила 2 бутылочки. Пошла на контроль УЗИ. Матка с 7 недель уменьшилась до 6. Эндометрий уменьшился с 6 до 3. Узлы на стенках матках уменьшились с 4 до 20, 40 до 21. Скажите, сколько времени еще надо принимать канцерамидин? Очень несложно посчитать динамику. Получается, если у вас динамика позволила уменьшить на 10 единиц, то каждый следующий месяц уменьшить на 10 единиц. Смотрите, эндометрий уменьшится с 6 до 3. Таким образом, еще один месяц принимаете, будет с 3 до 0. Узлы на стенках матки 40 до 21, еще 2 месяца и не будет узлов. Точно так же здесь можно посчитать, матка с 7-8 уменьшилась до 6. Тогда получается 1 месяц это уменьшение на 2 единицы. Для того, чтобы полностью убрать миому вашей матки, вам нужно пропить со всеми вот этими проблемами данный курс 3 месяца. То есть есть же динамика. Если есть динамика, это говорит о правильном лечении. Если есть динамика, есть правильное лечение, то нет смысла отменять правильное лечение при такой динамике. Продолжайте, что вы сказали. Такое частое явление в нашей компании есть, когда люди достигают динамики, а потом говорят, что делать. Радоваться и принимать дальше, для того, чтобы эта динамика была позитивной. Вредно ли делать УКТ глаз? Если да, то чем? Нет, не вредно. Дорога входит в стоимость курсов. Нет, нет. Вы доезжаете за свои деньги. Питание входит в стоимость курсов. Питание, проживание входит в стоимость наших курсов. Питание, проживание, а также занятия. Также вы будете смотреть кино, которое будет сделано специально вот нами. Слушать вот те шумы, которые называются ситхи саунд все это время. Ну и жить прямо на самом берегу моря. В закрытом отеле. Питание, шведский стол, все включено. Супер. Ага, Проезд за свой счет. Да, дорога за ваш счет. Какая $1000? Проезд туда-обратно Нет, обойдется. 250 проезд, где-то $1000. Нет, нет. Сколько? Ну, в курсе 990, и билет будет в районе должен Да. Сколько коштует, ты сказала? $990. $1000. $1000. Нет. Вы знаете, некоторые люди говорят о том, что очень дорого, можно ли сделать дешево. Да, можно сделать дешево. Можно сделать дешево, и можно сделать так, чтобы это было, допустим, в Украине. Только вопрос, люди из России в Украину поедут, что может вдохновлять в Украине? Там горы какие-то. Дальше, можно ли сделать это дешево в России? Можно, но тогда вопрос, люди из Украины поедут в Россию? Если поедут, то тогда, поедут ли? Дальше, а если это сделать в Казахстане? Многих американцев сейчас не пускают в Россию. Есть такие немцы вот с Германии, я не знаю, Швейцарии, с Германии не пускают в Российскую Федерацию. То есть же здесь целая куча нюансов, понимаете. А так мы выбираем дорогой курс,
создаем условия, чтобы у нас был зал, создаем условия, чтобы у вас было питание. Это еще и возможность отдохнуть на море. Можно ли поехать по обыкновенной путевке? Ну, конечно, вы едете по обыкновенной путевке, но вы сможете с кем-то отработать. То есть кто-то будет с вами заниматься йогой утром и вечером? Наверное, нет. Но вот вы платите как раз за то, чтобы с вами кто-то занимался. Вы ложитесь спать, я ночью работаю, вы просыпаетесь, я уже работаю. Вы идете купаться, я еще работаю. Таким образом, работа происходит постоянно, это уникально. Количество людей, которые ездят, обычно очень много. И есть такие люди, у которых, допустим, во время морского курса поуходили тяжелейшие опухоли неоперабельные грудей. И если эти опухоли... Это вот у нас бабушка с дедушкой были там по 90 лет. У бабушки ушли обе опухоли с обеих грудей. С одной стороны уменьшилась, с другой полностью исчез. Что вам сказать? С одними людьми это работает достаточно эффективно, с другими людьми, возможно, это не работает достаточно эффективно. Почему? Разные условия восприятия человека. Одни люди воспринимают определенным образом. Как это определить? Никак. А возраст любой? Возраст любой, да. Есть планеты влияния, там Сатурны, вот сейчас влияет Сатурн, люди падают, ломают руки. Есть планета влияния, там Марс, у человека исчезают деньги или наоборот добавляются. Есть, наверное, какие-то проблемы, связанные с семьей, то есть человека настроили, он домой приехал и в очередной раз его там мясорубка это захватила, покрутила и так далее. Есть внутренние слабости, есть какие-то врожденные качества, ну, есть много всего такого, что может помочь человеку быть здоровым, есть много всего такого, что может не помочь человеку. Это уже зависит от того, насколько эффективно вы будете со мной заниматься и насколько много будет вашего желания. Вон у нас Даурен Микабаев из Казахстана дышал очень сильно. Сейчас один из самых востребуемых строителей дорог в Казахстане. Видите, уже купил себе там Мерседес или Porsche. Что он купил себе, кстати? Ну, что вам сказать, подписываются документы, заключаются договора, материально растет. Вы понимаете, когда вы видите больших людей, то обычно эти большие люди, рядом с ними находится какая-то эзотерика. Как вам доказать это? Посмотрите на любые деньги. На любых деньгах есть эзотерические символы. Они же там напрасно находятся. То есть эзотерика управляет миром, я это говорю и всегда буду говорить. Но у каждого уже свои. Как сохранить беременность при пониженном прогестероне? Срок 6-7 недель и герпес шейки матки. О, боже мой. И герпес шейки матки. Андрей Андреевич, я услышала совет по поводу повтора операции атеромы. Но все-таки бальзам рассосет коллоидный рубец, я так понял. Скажите, пожалуйста, это доброкачественное? Да, доброкачественное, можете не бояться. Как убрать синдром сухого глаза? Синдром сухого глаза целиком связанный, как правило, с анемией. Если есть анемия, то будет синдром сухого глаза. Также это может быть макулодистрофия. Она тоже может приводить. А макулодистрофия уже всегда на фоне гипертензии сосудистой или сердечной. Лечить нужно заболевания высокой кислотности двенадцатиперстного кишечника, убирать анемию. Можно посоветовать каолин, гемонем препарат железа, который есть у нас, а также препарат тонизон, который убирает высокое давление глаза. Все. Можно проводить панчакарму после 65 лет? Можно. Панчакарма – это необычный процесс. Это необычный процесс, который целиком связан с необычными процессами очищения. Во время панчакармы у человека не должно быть следующих заболеваний. Первое – запора. Второе – бесконечного жидкого стула и ни в коем случае заболевания Крона. Также не должно быть прогрессирующего полиартрита и прогрессирующего артрита. Также не должно подниматься давление выше 200 единиц. Если этого ничего нет, то тогда можете переходить панчакарму. Если у вас есть гипертоническое заболевание сердца 3-4 степени, если у вас ревматоидный полиартрит, вы принимаете там метилпреднизолон, я не знаю, там
метотрексат и там, митрол, в общем, принимайте гормоны нельзя. В случае, если у вас запоры, они постоянные, нельзя. В случае, если у вас диарея, заболевания Крона, нельзя. В случае, если у вас все остальные заболевания, включая сахарный диабет, можно. Это единственное, когда нельзя принимать панчакарму. В случае, если вы болеете вирусом, у вас острая вирусная инфекция, то в момент прохождения острой вирусной инфекции принимать панчакарму нельзя. Также панчакарма, она бессмысленна, если человек не принимает условия панчакармы, которые заключены в том, чтобы каждое утро выпивать не менее 2 столовых ложек подсолнечного масла, оливкового масла, а в субботу или в воскресенье делать прогревание, когда человек обмазывается маслом оливковым и после этого лежит на горячих каких-то камнях, деревянных углях, я не знаю, каких-то деревянных полках, то есть обязательно должна быть сауна. То есть он должен прогревать, при этом не должно быть жарко, а просто прогретые вот такие деревянные какие-то камни. Да, прогреваться должен. То есть он прогревается, после этого вытирается, моется горячей водой, с мылом, смывая себя, после этого одевает горячую одежду, вернее теплую одежду и уже не переохлаждается. То есть таким образом будут выходить токсины. В случае, если такого прогревания нет, оливкового масла нет и промасливания не происходит, то лучше не проводить панчакарму. Вот так. То есть для панчакармы особые условия. Если у вас при панчакарме появляется давление, отменяйте на время панчакармы, пусть процесс колебания каких-то физиологических отклонений исчезает, пусть происходит реабилитация. В случае, если на фоне панчакармы происходит обострение мочевого пузыря, там кровь идет в моче или там какие-то при дефекации камни выходят, не обращайте на это внимания. Если это болезненно поднимает температуру, на время прекращайте прием панчакармы. Человек грызет ногти, как помочь? Если человек грызет ногти, ему нужно дать апсантин препарат и эстенервы. Также есть еще препарат щавель. Андрей Андреевич, я делаю несколько дней практики из первой ступени. Я стала нервной. Может, мне стоит остановиться? Конечно. В случае, если вы стали нервной, вам стоит остановиться. Я всегда говорю, что человек, который выполняет практики из первой ступени, связанные с практиками денег, всегда становится нервным. Еще раз хочу сказать, что в нашей компании появился планшет диагностический, при помощи которого в один клик нажатием 2 пальцев вы можете продиагностировать свое функциональное состояние организма и при помощи которого вы можете сразу же проанализировать, какие препараты из нашей компании вам подходят для того, чтобы вы убрали то или иное заболевание. Данный планшет можно приобрести в нашей компании. Сегодня информацию о нем мы выложим. Как вы можете этим заниматься, если вы не врач? Для этого вам необходимо заключить договор со мной, в ходе которого вы становитесь руководителем общественной организации, международной общественной организации, центр творческой единицы в своей стране или в своем городе. И работаете как руководитель общественной организации, институт творческой единицы города там, Тольятти, Москвы там, или еще какого-то города. При этом человек к вам приходит, и вы не диагностируете ему, а даете ему консультацию в области здоровья. А те деньги, которые он вам платит, эти деньги идут как абонентский взнос в общественную организацию. Также общественная организация в знак своей благодарности дает ему препараты, которыми лечит его от тех заболеваний, которые есть на сегодняшний день. Все полностью легально. Поэтому вы можете, вход в общественную организацию стоит $300 за один раз. Также это позволяет человеку проходить все мои семинары по полцены, а также позволяет, кроме морских курсов, также это позволяет человеку приобретать ряд препаратов по сниженной цене. Также это даст возможность вам развивать компанию «Тибетская формула» и школу Кайлас в своем регионе и работать более профессионально. Можно ли это делать? Да. Планшет и в машине препараты. Приехали в любую деревню, договорились с директором деревни, я не знаю, как это правильно назвать, и после этого продиагностировали людей, которые чем-либо болеют. И после этого продали ряд препаратов, которые могут помочь человеку быть здоровым, за что получили свои комиссионные взносы и
премии. Супер. И там же последовательность приема препаратов. Да, и здесь есть еще и последовательность приема препаратов, да. То есть можно не за один раз, а последовательно. У вас появились новые препараты, а туда они не забиты. У нас забьются препараты, можете поверить. Мы если что-то делаем, то... Программа работает. Все забьем, все в порядке. У нас не появились, они были, их просто не успели внести. Количество препаратов много, я думаю, что мы в дальнейшем будем их вносить. Также каждый год изменяется, ну грубо я буду говорить, изменяется поле, вибрация и земли, и растений и так далее. Поэтому каждый год еще некоторые из наших препаратов изменяют свой состав. То есть увеличивается дозировка, уменьшается, поэтому в один год они более эффективны, в другой год мы их названия меняем и изменяем их назначение. По поводу договора обращайтесь ко мне напрямую, Александр напишет мой e-mail, и мы можем обсудить это дополнительно. Все, до свидания. Настоящее человеческое счастье – это быть здоровым человеком и быть богатым человеком. И одно и другое дает нам компания «Тибетская формула». До конца Нового года выйдут новые препараты. Это препараты, которые будут продаваться в красивых коробках с видео и аудиодисками. Это будут препараты для массажные масла для гуаша вместе с скребком для гуаша в красивой коробочке. Это ряд наших косметических препаратов. Также мы до Нового года выпустим сейчас ряд парфумов. Это парфумы, которые сделаны мной из натуральных компонентов, мужские и женские. Я уже сам ими пользуюсь, мне очень нравится. Могу сказать, что очень хорошо это все получилось, достаточно качественно, достаточно ярко пахнет, и это будет соответствовать даже запахам модных домов парфумных, таких как Лимонграсс, Диор, Ив Сен-Лоран, Живанши. Тем не менее, здесь ничего не повторяется, имеет свою какую-то очень незабываемую, не повторяющуюся нотку. Моей целью или моей идеей создания парфумов это было просматривание фильмов, связанных с благородными домами, которые проживали на территории Франции. И хотелось сделать так, чтобы в данных парфумах вы чувствовали очень яркие ноты амбры, также очень яркие ноты мускуса, и создавалось впечатление такого очень благородного, дорогого средневековья, лучших домов Франции. Почему? Потому что мне хотелось, чтобы человек понюхал запах настоящей пудры и запах настоящей, наверное, настоящего тяжелого запаха ладана, бергамота, глубокой пачули, какой-то византийской ванили, знаете. И они получились такие очень богатые, тонкие, букеты получились такие незабываемые и не повторяющиеся на рынке, который выложен до сих пор. То есть я выхожу с новыми ароматами, ароматы делаются долго, и обычно делается в день не больше 20 ароматов. После того, когда они делаются, они выстаиваются, и обычно из 20 выбирается один. Выбирается там 20 ароматов из выбранных там 200 ароматов, после этого настаивается и выбирается из этого 2-3. То есть таким образом выбираются по чуть-чуть ароматы, создаются букеты, и этот процесс не быстрый. К Новому году у нас выйдет буквально 8 новых ароматов, 4 мужских, 4 женских. Мои женщины, которые живут со мной, уже поклонники моих ароматов. Могу сказать, что это очень вкусно, держится на руках и на теле долго, по стоимости будет уступать в стоимости дорогим духам, которые продаются. При этом на теле держится долго, не вызывает кашля, не вызывает аллергической сыпи, при этом эффект шлифа, эффект долгого нахождения на теле остается. Так будут к Новому году? Да, Можно будет приобрести? да, будут. Очень коротко. Паркинсонизм плюс шизофрения. Очень коротко. Заболевание Паркинсона – это целиком… Вообще, чем лечить заболевание Паркинсона? Ну, целая тема такая, она интересна вот чем. Был врач Коновалов. Этот врач Коновалов в свое время изучал заболевания тремора рук, которые возникали у людей, которые работают на Липецком металлургическом комбинате. Они работали на Липецком металлургическом комбинате, и у них со временем формировались заболевания тремора рук и заболевания атипичного
качание в позе Ромберга и слюнотечение. И опрометчиво очень часто определяли это в виде заболевания Паркинсона. И Коновалов начал изучать этих людей, потому что их было очень много, потому что это было вредное производство, сталелитейное, а в лигатурных смесях этой стали присутствовало большое количество медь-содержащих компонентов. И когда начали изучать вот эти заболевания, оказалось, что у этих людей был один из синдромов, который был назван синдромом сетчатки Коновалова. То есть на сетчатке появлялось необычное синее пятно. Это синее пятно по всей ободочке так и назвали зрачок Коновалова. Открытие было открыто им, и это открытие было открыто в виде диагностируемого, названного в честь него заболевания, которое до сих пор имеет название заболевания переизбытка меди в организме или заболевание Коновалова-Вильсона. Открытие подтолкнуло людей к тому, или врачей к тому, чтобы рассмотреть влияние меди на функциональные состояния или общие функциональные состояния и формирование заболеваний, недостаточности микроэлемента медь в организме и переизбытка микроэлемента медь в организме. И оказалось, что переизбыток меди в организме приводит к заболеванию Коновалова-Вильсона, которое связано с тем, что у человека появляется энцефалопатия, а также тремор рук, а также типичные для заболевания Паркинсона проявления в виде слюноотделения, бесконтрольного падения на одну сторону или топтания на месте. Это походка просящего человека, а также нехорошая резистенция к употреблению в дальнейшем препаратов, таких как мемантин. Ну и с другой стороны, недостаточность самой меди приводит как раз к формированию заболевания Паркинсона. Таким образом, если в организме человека не формируется печенью медь, а также эта медь, она не усваивается, то у него, как правило, и формируется в дальнейшем заболевание Паркинсона. Какие растения имеют больше всего в себе содержание меди? Это растение арника. В арнике огромное количество. Арника – это бобовое растение. В арнике находится огромное количество меди. И, как правило, заболевание Паркинсона лечат как раз горицем почечуйным напополам с арникой и напополам с золототысячником. То есть вот из народного это арника, горец почечуйный и золототысячник по 1 столовой ложке на стакан воды. Также в народе очень часто советуют сосать медную монету тем людям, у которых есть заболевание Паркинсона. В нашей компании есть такой препарат, который называется препаратом алгоцин, а также препаратом апирабин. Я рекомендую в момент заболевания Паркинсона принимать наш препарат, который называется алгоцин, апирабин и КФС. Потому что, как я и говорил, еще раз хочу сказать, мое мнение, что заболевания нервной деятельности, они, как правило, все имеют первопричину в недостаточной или плохой работе поджелудочной железы. Таким образом, КФС препарат будет лечить поджелудочную железу, а препарат КФС по одной таблетке 2 раза в день, а препарат апирабин и алгоцин по 1 чайной ложке будет убирать тремор. Также в рацион питания этого человека нужно в разное время ввести разные продукты. На ночь, как ни странно, хотя считаю, что этого делать не стоит, врачи, потому что люди, у которых есть Паркинсона, обычно назначают определенную диету кетоническую. Я считаю, что людям, у которых есть заболевание Паркинсона, нужно давать на ночь козье молоко и ввести в рацион питания на протяжении дня обязательно кожуру баклажанов, потому что в ней большое количество меди, и всех продуктов, у которых есть синий цвет. Как кожуру? Просто... Не сырую, можно ее там подсаливать, я не знаю. То есть синюю капусту, сливы синие, то есть все, что имеет синий цвет. Из одних самых синих продуктов питания это все-таки черника. Поэтому я считаю черника. Вообще вы знаете, что очень хорошие результаты на фоне лечения человека от гепатита и Паркинсона при помощи препаратов черника и земляника лесная. Дальше также медь вводить. Из препаратов очень часто во время того, когда у человека формируется Паркинсона, формируются абсцессы и формируются первые признаки шизофрении.
Эти два заболевания или эти оба заболевания, они синергичны друг к другу. И очень часто мы диагностируем заболевание шизофрении, полагая, что данное заболевание есть заболевание Паркинсона. И это очень частое явление. На сегодняшний день мы диагностировать на 100% неврологию и психиатрию вот в таком виде и определить, что из них перед нами, не можем. Поэтому в случае, если применение мамантина или применение препаратов Авикса или там, ПКМРС, Юмекс, МАМО не дают человеку нужного результата, да, то необходимо пересмотреть еще раз данное заболевание и, скорее всего, изменить курс лечения и вместо неврологии попытаться лечить шизофрению. Можно ли лечить шизофрению? Можно. Я считаю, что нужно 10-дневным курсом давать инсулин подкожно. После этого давать, не менее 10 дней. Я тоже не советую, потому что этим должен заниматься врач. После этого давать обязательно надо аминозин. Также в дальнейшем случае, если тремор не будет убираться, начинать давать метапротекторы, такие, по моему мнению, это циклодол может быть. Я считаю, что можно давать палоперидол. То есть можно как-то пробовать, знаете, но я лично этим заниматься не буду. А те врачи, которые занимаются, пусть это будет уже, пусть это будет уже. А те врачи отказались, сказали уже заняться. Нужно лечить. Вообще, чтобы вы понимали, такие заболевания, как шизофрения, эти заболевания, они классифицируются, и у нас в психиатрии существуют лечебные протоколы, которые 100% эти болезни лечат. 100%. То есть излечивание 100%. Не нужно бояться психиатрических больниц. У нас есть системы диагностики, разработанные институтами медицинскими. Они очень правильно диагностируют. Существует вот эта классификация. Согласно этой классификации человеку дают правильно препараты, дают правильно, потом поднимают, потом опускают. Если хороший главврач, если хорошее правильное лечение, если не изменили протокол и не продались на эти иностранные препараты, то лечение будет 100% хорошим. То есть если лечение будет, как в советское время, по лечебным протоколам Советского Союза, лечение успешное 100%. В Советском Союзе шизофрению вылечивали на 99,9% в случае, если пациент обращался. Маниакально-депрессивные состояния чуть-чуть меньше, с ремиссией. Шизофрения без ремиссии лечилась. Вы представляете? Вообще. Да. Поэтому их было мало. Конечно, даже острые тяжелейшие стадии. При этом наша традиция Советского Союза по лечению шизофрении, она так и осталась одной из самых-самых невероятных, самых лучших и самых эффективных в мире. Это было достижение Советского Союза, и об этом заявляли в открытую, говорили, что мы лечим на 100%. При этом использовали всегда в этом лечебном протоколе препараты компании немецкой. Обычно вводили сначала инвазивно, после этого перорально, и вводили одни дозы, плавно снимали человека с дозы, после этого человека осматривал психолог, и после этого, если психолог подтверждал, то не проводили дальнейшее лечение. Обычно все делалось при предварительной терапевтике. Сначала терапевт осматривал, делали общий анализ крови, смотрели, какие сопутствующие заболевания, гипертонию лечили, гипертонию, мочекаменную лечили, мочекаменную, там какие-то еще инвазии лечили. После этого, когда человек был готов получать правильную терапию, вводили инсулины, потом аминозины, палоперидолы, галоперидолы и так далее. У человека не получалось, у человека оставались треморы, или какие-то абсансы, или еще что-то, продолжали, лечили карбамазепинами и так далее. То есть человек выздоравливал на все 100% без вторичных вот таких моментов. Что сейчас происходит? Не проводится просто, это не мое дело, знаете, но по моему мнению не проводится дополнительный анализ не проводится дополнительный анализ общего психического состояния. Не проводится терапевтический осмотр в начале. То есть человеку сразу же дают терапию от лечения психических заболеваний, хотя по лечебным протоколам нужно сначала осмотр терапевта. Все-таки лечение перед началом курса каких-то сопутствующих заболеваний.
После этого неправильное лечение неправильными дозами, а дозы четко ведутся, увеличивая там в зависимости от веса, роста, возраста, состояния заболевания. Вообще наша медицина самая лучшая медицина на Земле была. Все, до свидания. Спасибо. Спасибо. Сейчас я выключусь. Сейчас, подождите, я выключусь.